Всех приветствую на стриме. Всем привет. Наконец-то стримлю с компьютера. Всем, кто смотрит запись, тоже привет. Привет всем. Так, сегодня у нас матч. Гранд-финал. NAVI против MOUZ. Так, еще раз всем хай. Natus Windsor vs MOUZ. eSports. Так, сейчас я запущу стрим. Как же на телефоне было неудобно стримить, вы не представляете. Как же это было плохо. Так. Я тут пока что для себя кое-что пообновляю. Кэш обновлю первого, второго. Кэш сбора тоже можно обновить. Да. Все, захват у меня полностью настроен, все настроено, кайф. Надо было вообще удалиться. Так, я немножко на мониторе подшаманил с цветами, так что картинка очень насыщенная сейчас, прям очень насыщенная. Даже не более насыщенная, а прям реально очень насыщенная, сочная такая. Прям кайфовая. Так что сейчас на стриме это вы очень хорошо увидите. Так, опять эта бразилка говорит. Пока что в телеграм-канал подправлю все, что надо. Вы слушайте бразилку эту. Если она неплохо достаточно выглядит. Так. Стрим сейчас скину в телеграм-канал. Если что, ссылка в описании. В описании этого стрима и в описании канала тоже есть. Переходите. Я всю инфу про стримы там публикую. И когда стрим, я тоже сюда там пишу. О, вот кадр хороший. Так, а еще в капсе напишу, стрим начался. Гранд-финал ESL, ребята. Сейчас будет очень интересно. MOUZ сейчас играют на пике. То есть это они играют на пике своей максимальной формы. Лучше, то есть они уже играть не могут. Так что, ребята, будет очень интересно. NAVI тоже сейчас очень хорошо играют. Я бы не сказал, что они... Не, они ладно, они тоже... Не прям на пике, но они сейчас в очень прям хорошей форме. И они готовы рвать просто всех в клочья. Валерий Баковский готов просто рвать всех в клочья, я уверен. Как же он готов просто так вот взять MOUZ и на две части. Так, у меня стрим, возможно, немножко подлагивает, но сейчас я это исправлю. Так, у меня... Подождите. Сейчас я проверю, у меня ВП не включен случайно. Просто у меня из-за чего-то битрейт очень сильно проседает. Привет, привет. Почему винт не работает? Так, привет, привет, привет. Всем привет еще раз. ВП выключен. Что тут, Steam надо еще отрубить, наверное. А что если я... Все, что я мешало, выключил. Все, теперь все должно быть идеально. Perfect, просто perfect. Еще раз всем привет. Да, стрим немножко плагирует. Если у меня есть идея, как это проблема. JL will win clutches. NAVI will win certain rounds. MOUZ just
Так, секунду, я сейчас еще в спидтесте проверю скорость интернета и тест. Потому что что-то, я не знаю, странно, как себя последние пару несколько стримов идет. Может, у меня не тот выбран NES или P, не знаю, что-либо. А, нет, все нормально. 800 только что выдало мегабитов. Так, кто там у нас еще раз? Ники, я забыл. Ники Маузов. Вчера, блин, их вспоминал. Тариан Берман, все еще. Ой, боже. Ладно, будем вспоминать, пытаться. Ники. Кстати, ребят, я нашел себе микрофон, какой надо купить. Нет, хороший микрофон нашел, но мне не хватает. Надо срочно, я не знаю, чтобы какой-то еще раз Влад, вот этот, залетел на стрим. Если он сейчас заданет или 500 или 800 рублей, то следующий стрим будет с микрофоном. Хорошим, реально хорошим микрофоном от Fifine. Я нашел очень имбовый. Очень имбовый микрофон. О, да ладно, бразильцы на пунктуале, тогда я принесу то, что хотел, вкуснячки. Those four guys are delivering the goods, the impact, the IGL, the brains of the operation, having strong fundamental counterstrike between these two teams. For MOUZ, they're coming in here to look and lift that first big stage trophy. For NAVI, it's the end of this long минералку, run. минеральная вода, сильно газованная, достаточно хорошая. И еще принес пачечку. 5, 4, 3, 2, 1. Ну и вот стартует гранд-финал NAVI против Маузов. Посмотрим, что сейчас будет. Первая карта Инферно. Кстати, я пики пропустил. Ну, ничего страшного. Потом увидим. Думаю, будет еще табло у нас. NAVI тут будет очень тяжело, скорее всего, играть. Они сделали очень хороший пик. Я про Маузов. Так, ну что они пикнули? Инферно, Даст 2, Мираж и Ancient. Очень хороший пик, потому что на этих трех картах NAVI просто рвут всех. Сколько мы видели уже матч, там на Мираже просто что NAVI вытворяли, на Ancient просто рвали всех в клочья, ребята. Ну реально рвали просто их. Всех противников рвали. Так, NAVI стартует за КТ сторону, Мауза за Т сторону. Счет 0-0, пока что ничего сверхъестественного не видим. Мауза, скорее всего, будут сейчас идти на Б-план. Да, они уже вышли через банан. Сейчас будет их, походу, принимать ЖЛ. Посмотрим, что сейчас у нас будет. Серж сейчас, походу, будет первый пикать, да? GL кидает хороший смог, который, возможно, сейчас застопорит Маузов. Но нет! GL умирает, и Мауза сейчас будет плантить бомбу. Алексеби уже перетягиваются. Все NAVI перетягиваются на Б. Здесь вся инфа, то, что все на Б. Они перетягиваются, и NAVI сейчас надо залететь как бэплент, это будет очень сложно. Бит убивает Торзи. Там небольшой размер происходит. Джимпад падает. Ситуация 2 в 3. АЕМ с беретами. Им с беретами. Не знают про Шуи. Шуи делает, убивает Вандерфула. Еще умирает Алексеби. АЕМ забирает Сюши. Пытается задефать бомбу. На него выходит типок. Остается 2 патрона у Има. Он коцает Бралана и не убивает. И идет сейвить береты. Первый раунд у нас за Мауза. Короче, первый раунд забрали Мауза. Итого счет у нас 0-1. Вот, видимо, этот килл через смог. Хороший. Немножко NAVI не дожали. Так, команда NAVI делает форс бай, так же, как и Мауза. У Маузов есть все гранаты. Это огромное преимущество за Т-сторону. Сейчас что-то будет. Так.
Броун понемножку выходит через мид, стоит вандефул, дает на него смог, чтобы если нападение сейчас будет на плент, чтобы никто не вышел. Так, этот смог и вправду немножко стоприт маузов. Они решают, скорее всего, брать плент. Два типа с Нави стоят на плент, чекают, чтобы никто не вышел. На пленте тоже у нас стоят два типа. И еще стоит у нас LXCB, как игрок, который может быстро перетянуться. Ну, уже не быстро. Сершин понемножку фейкует. Нави, возможно, сейчас... Так, Шуи. Шуи убивает Вандефула, делает один опенфраг. Убивает Бита, делает два опенфрага, даблкилл. Понеслась на плент выгрузка у нас, все. А плент полностью оккупирован маузами. Сейчас будут плентить бомбу. Нави пока что почему-то неспешно очень перетягиваются на плент. Все, уже заплентили, они будут сейчас убегать. Хотя Джель что-то стоит с диглом, выжидает там что-то. Бомбу заплентили, все. Скорее всего, Нави сейчас будут сейвить то, что у них есть, потому что заретейкать очень тяжело будет, это раз. А во-вторых, Сершин пикает. Они уже поняли, то, что Нави будет сейвить. Сершин ловит Джеля. Of watching them in group stages versus the big stage. But obviously now with this kind of success, and as he mentioned, so much experience already. Ну и второй раунд уходит за командой MOUZ. As any kind of a crutch, and I don't think they want to. Смотрите, какие у меня треугольнички есть. Правда, их тут очень мало, 40 грамм. Это, меньше, чем на один суп. Так, ребят, я хочу кое-что сейчас посмотреть. Где сегодня против? Раз. Я быстро, я реально очень быстро. Прямо очень-очень быстро. Я хочу проверить стрим, а именно что-то у меня такое чувство, что ты что-то не записал. Одну строку. Если я сейчас можете понять, то очень хорошо. Аналитика, состояние трансляции, настройки стрима. Зритель кто? It's been a wonderful year for them. No other team can match those kinds of accolades of what Nice, they've been able to achieve. And I think the wonderful thing about it for Navi is just after they won the major, it was just no one really gave it any kind of due. Myself included, of just saying this is not replicable. Look at how they won this major. Individual stats were very low. It didn't look clean the whole way through. But Blade always kept a calm hand and always said, you know what, it's a roadmap, it's a process, and we're going to get there. Well, now in the second half of the year, they've gotten there. Так, ну там ничего особенного не должно происходить, потому что Нави засейвили что-то там. Фамас вроде бы один, да? Посмотрим, что сейчас будет. Свечом странно. Так, ситуация 2 в 3. АЕМ ловит Торси. Очень хорошо. Сейчас он его нашил. Скорее всего, им убивает второго. Остается Джимпад 1 в 2 и не вывозит. Умирает. И этот раунд забирает Нави. This team is so good at finding solutions in the mid-round. B-bomb site lost, you're on a low buy, you still manage to do enough damage to make the retake possible. And for how good Jimmy's been in the clutches, Bit doesn't give him any time to settle into this one. Pouncing on the follow-up contact and making sure Navi close it out. Didn't have a big FAMAS round popping off on the bingo card for this grand final, but Ima making it work to perfection. Navi not expected to win that round, but they collect it. On the board. Пока что на всякий случай обновлю стрим. Что-то он меня пугает. Everybody onto the rifles now on both sides. MOUZ will continue to purchase. And I'm so intrigued as to how this banana fight is going to go down between JL and Exertion throughout this game. Exertion loses his health at the beginning of this. Пока что MOUZ не могут определиться, куда им выходить. Бомба еще Able to get opening kills, able to pressure the bomb site so early in rounds. Так, ну Ксершин лол хп. Возможно, сейчас первый сольется. Он делает сейчас подсад.
Или не делает? А, нет, да. Ну, Нави никого не пикают, так что посад бессмысленный. Потому что он рассчитан на того, чтобы кого-то словить. Так, остается 40 секунд у маузов, чтобы выйти и запасать пачку. Нави ведут очень неприятный смог для маузов. Посмотрим, как они сейчас отыграют. Они уже готовы принимать кипочков на бэкпленд. Браун дает молик бесполезный. Так, Алексиби дал хороший молик, который застопорил весь выход маузов. Дают 2 опенфрага Нави. Алексиби забирают. 3-й опенфраг летит, ситуация 3-2. Надо успеть заплентить маузам, иначе не проиграю раунд. Торти остается 1. И скорее всего ему кирдык. Потому что пачка только запленчена, он один, у него 21 хп, да, его перестреливают, но он умирает. Прикольно, типа кепка. And MOUZ not aggressive enough to put it on their side. Good double from Alexius. Brolin just drops in. Another time, just like the previous with the Famas, he's able to get tons of work done at this B bomb site in 2 very, very clean rounds. Not enough money to get a full buyout here for MOUZ, so they're going to go for some upgraded pistols. Deagles, P250, Tech 9, a couple of flashes here on Torzi. You know they're capable of being deadly in scenarios like this, but is likely NAVI head into the lead. Видим, что мауза закупили диглы P250 Tech 9. Походу будут стараться сейчас что-то сделать с пистолетами, но сомневаюсь, что у них что-то получится, потому что у Нави фуллбай еще и куча гранат. Дали уже один опенфраг, убили Брана, убили Старшана, убили еще и Шуи, еще и Торси убили, дали 4 опенфрага. Джемпад тоже упал. Ого. Play step for NAVI. Wonderful did take his teammate and pit down, but he'll be happy to collect that. And yeah, I mean, a lot of comparisons being drawn between the Impact and Zipex, funny enough, in the same organization, but just seeing the amount of clutches that the Impact's been able to collect in the playoffs and at this tournament in general has certainly earned him some of those comparisons. Тип там еще со вчерашнего дня сидит. За фури болеет. Так, ну пока что счет 3-2 в пользу Нави. У обеих команд фуллбай. Уже, ладно, размен произошел один на льду. Ой, Вандефур промазал по джемпату, и очень плохо это. Дали хороший молик на ковры, на окно именно. Торди еще делает фраг 1. Ситуация 2 в 4. Скорее всего, Нави примут решение сейвить, потому что заритейкать сейчас бэкплэн будет очень и очень тяжело. Брон еще ловит Джеля, да. Алексей остается только сейвить и все. Но следующий раунд, скорее всего, будет обеих команд фуллбай, потому что у Нави, я вижу, достаточно еще много денег. У Бита практически 5000, он сможет купить Ванзелфу Авик. И Нави еще есть, скажем так, финансовая подушка безопасности. Ну все. И опять счет становится 3-3. Равный счет опять становится. They got their win, they got their best of 5 win, but it was a pro league, right? It was in more of a comfortable studio environment. It was against a team that
Мауза использует первый тайм-аут. Пока что что-то Нави не особо хорошо отыгрывают в защите. Надо им что-то менять. В целом, позиционка у них какая-то странная. В прошлый раз, на прошлом матче против Хрок была намного лучше на Инферно. Сейчас что-то у них не то. NAVI did have a few moments where maybe the emotions did get the better of them throughout the group stages. We got to listen into a lot of the comms and maybe some of that rough travel schedule getting to them. It's been fun and impressive hearing those because on one level I feel like NAVI throughout this event they've had the opposition that they faced to get to these grand finals, but it also feels like there is an extra element of playing against themselves and their own mentality and their own exhaustion, and it's been very cool to see a team try and work through that and how obvious it is when we hear the comms, and then also have success through that kind of a situation. I mean, that's what defines great teams. They always find a way, no matter if it's not going to plan. All right, well, let's see Exertion. Let's see if he wants to flex here. Going to turn the corner. So good in this position. MOUZ want to activate him so they can rely on the kind of presence he has in Banana. And there's the Exertion забивает Джеля. Мауза 1 фраг. Откидывается смачок неплохой. And that's the beauty of Exertion on Inferno and his play in Banana. Is obviously the kill is wonderful. It's an opening provided, but the pressure that he applies onto that B bomb site, forcing the early smoke out of Alexi B, making the B bomb site an option for MOUZ later in the round when they realize there's not enough utility to stall this all the way down to the clock. And MOUZ did this exact same thing against Furia just yesterday. We got that opening kill. We forced out an early piece of utility. Let's just group up and abuse this. Let's hit it because he's going to want to hang on to this smoke a little bit longer. They have the opening. Так, Мауза прорвались через банан, скорее всего, сейчас будут пушить бэплент. Алексей Би стоит один на бэпленте, скорее всего, ничего не сможет сделать. Он убивает Сирона, падает. Уже им успел подбежать к бэпленту. Что-то попытался настрелять смог и убежал. Так, Нави принимают решение сейвить, у них калаш и 2 эмки. Достаточно мудрое решение, потому что ретейкать против Навика и 3 калашей очень сложно. And good utility usage from MOUZ as they bait the low HP Exertion on the entrance into the B bomb site. 4th round as MOUZ take a lead. И сейчас становится 3-4 в пользу Мауза. This is the MOUZ pick of Inferno at first. Now, next is Dust 2, Navi's decision to go that. Yeah, I mean, you touched on it. You want to talk about best of 5s or Navi? Listen to this as we take this time out to talk things over. Money's a little sketchy for Navi. They have those 3 saved weapons, but they got to figure out how they want to work the remaining 2 players if they want to force up or have a weapon dropped over to them. Navi, you know, yeah, best of 5s haven't always been their best friend. They've had a very tough time of them. They played 6 teams in their finals. Блейд берет тайм-аут. Не знаю, что тут говорить. Но он что-то говорит. So there's a new challenge of beating a team within the top 5, the top 6, as you mentioned, right? That's the new challenge for Navi. You've got your 1BO5 win, but now I've got to do it against one of the top sides in the world. We just keep moving the goalposts on them. After the major, it was like, all right, replicate it. I dare you. You have to have a new goal, Jason, right? That's something to keep working to. Setting goals is an important thing. So Navi decided to go with 2 MP9s on JL and Alexi. That allows them to pick up plenty of utility as those weapons are dropped over from teammates. See what this AWP of Wonderful can do on the CT side. Towards you, I have his on T side, Inferno. 4-man start at the B bomb site, so they want to throw a different look at Exertion if he was able to get aggressive, is having more utility. Players rotating back now. MOUZ is picking up the pace. They're going through it. They're going long side. Wonderful's up, ready to go. Bit slowed them down as Shui rounded that corner, and Wonderful's got another one. Так, Wonderful дает даблкил, остается один Торси с авиком, который, скорее всего, будет его сейвить. Да. Идет в ковры, непонятно зачем. Ну, в принципе, Мауза могут сейчас попробовать
Могут попробовать выиграть этот раунд, но смысла нету. 1 против 4. Просто у маузов есть деньги, и поэтому они теоретически могут себе такое позволить. Особенно торки. But well handled from NAVI. Wonderful with his double kill. I think it's especially impressive that we have MOUZ here in the final, considering the form that they were coming into this event with, right? There was conversation about Pro League. Are they going to be able to get 3 Pro Leagues in a row? Then they had this really lackluster performance at that event. They started going out in group stages instead of always being the team that were unbeatable in them. And we started to wonder, is this MOUZ Double kill Wonderful буквально выиграл этот раунд. The conversation was still open here in Rio. They had their opening loss against Furia, but they started to pick up steam, and we started to see some of the impact of those playbook changes. And I think it's most impressive now in the playoffs that they've been able to come back from behind, and that's super impressive in the quarterfinal against Vitality. Then they dominate Furia in the most hostile environment they would have played in, and they silenced the crowd. They turned this arena into a library yesterday. And now in a grand final against NAVI in a best of 5. This could be graduation day. Yeah, they had to cop some of that when they were standing out on the stage earlier. You could hear the crowd booing, specifically MOUZ. Yeah, because you beat the hometown. You spanked the hometown team quite the way MOUZ did, and yeah, you're going to catch some boos. It's all tied up at 4. Of course, he does keep the AWP, so we'll have that to play with. 4 AKs around it, and Vic getting into the apartments. Now the bedroom is heating up. Всегда отдыхают в коврах и умирает. Тоже, кстати, практически по КД. Might have spent a little extra second trying to chuck a grenade out to do a little bit more damage, and he'll be frustrated with that because it gave Yimpat the opportunity to eliminate him. No one's inside the A bomb site. Alexi's just rotating over, and that's going to be his job. It's wonderful with the op. Are they gonna peek before the smoke? Flash comes out. Gets off the angle, gets back to safety. Хорошая флешка на Wonderful. Worried about getting split, but Wonderful catches an opportunity. Looks out to long side. Дает один open frag. He got a flash sent over the top as well, but he gets caught from balcony. Eventually impact comes out. Мауза понемножку выходят на план, что у них пока что удачно удается. Не чекают Алексиби, он делает один фраг. Даже 2 делает. Ого. Джей становится 1 против 2, ему сейчас надо ретейкать плент, но он выходит в смог и платится за это платится проигранным раундом. To come down low at lane as they cross past the default box. And that angle from Yimpat takes him out. Ну пока что достаточно плохо отыгрывают NAVI в защите. Это не тот счет, который должен быть в защите. А счет 5-4 в пользу маузов. Так, ловит Джеля. Походу еще убивают Алексиби. У маузов прекрасно просто получается выйти на Б-плент, они его занимают. Скорее всего, NAVI сейчас будут ставить, потому что Б-плент они не ретейкнут. Плюс это очень рискованно, денег практически у них нету. В итоге МОУЗ дадут 2 опенфрага и выигрывают раунд. Капец, что-то как-то скучно игра идет, потому что каждый раунд кто-то сейвит. Ну, пока что в основном NAVI. Ну еще получается у нас 6-4 в пользу маузов. Такое, конечно. Сочувствую всем, кто, походу, ставил на первую карту, то, что выиграет NAVI. Ну, конечно, пик Инферно, это, опять же, слабое место Блейда и его команды NAVI. Он их вроде бы научил играть, но... Не. О, открывают кейс? Неужели? Опа, на площадочке открывают кейс. Наконец-то контент. Нож, 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 нож. О, неплохо. Неплохо. Юмп.
Засекреченный или какой-то? Засекреченный, по идее, да. Засекреченный юмп неплохой. Сойдет, сойдет. Так, чего у нас там? Хотел сказать, у обеих команд фуллбай, но нет. Алексиби с одним 5-7, с которым мог, не мог. Он в прошлый раз, нет, позапрошлый раз он слился на Б-планте. Так, хороший пик видим от бита. Да, это же бит. Сделали один open фраг. Джимпад пока что отдыхает. Убирают Вандефула. Там небольшой размен произошел. Им падает. В итоге у нас 2 против 3. Уже 2 против 2. Странная флешка от бита. Так, и бит. Так, Торзин убегает сейвить. Он должен убегать сейвить, да, он убегает сейвить. Нави смогли сдержать аплен. А нет, Торзин не убегает сейвить. Он идет через ковры чекать аплен. Ого. Но опять же, они могут. У них деньги есть. Остается 41 секунда до того, чтобы заплентить и не проиграть раунд Торси. Они понемножку его ищут, потому что знают то, что он накуется, и он с авиком. Если они его сейчас убьют, то это будет очень хорошо, потому что авик стоит практически 5000. Да, все-таки его находят в коврах и убивают. Не дают засейвить авик, и, ну, уже хоть что-то делают Нави. В итоге у нас счет становится 5-6. Ну, до сих пор, конечно, в пользу маузов, но... Ничего страшного. Понемножку видим, что Нави камбэкают. Видим вот эти киллы бита, очень хорошие. Сойдет, сойдет. Хотя бы уже так. Шу съел неплохую хаешку на 33 урона. Еще и по флешке. Короче, я не помню, или флешки. Да-да-да, флешки ему флешки дали. Так, пока что у нас размен один произошел. Остались без джеля, но ничего страшного. На планте стоит Алексиби, еще к нему подбегает АМ. Убивает... Как этот ник правильно пустить? Ксерон? Ксершин? Ксершин, да, наверное, Ксершин. Убивает Ксершина. В итоге остаются мауза 3 против 4. Хорошая позиция у Алексиби. Но все-таки Браун его нашел. Да, не такая уж, наверное, и хорошая. Торси будет АЕМа. Има, точнее. Нави, скорее всего, сейчас будут пытаться. Скорее всего, да-да-да, будут пытаться не ретейкать план. Так, Торзи, походу, сейчас убьет бита. Только если... Бит не смог нормально его пикнуть. Вандерфулу надо по-хорошему заставить авик, но... Не может. А как хорошо все начиналось. Нави в смятении. Так, это получается сейчас смена сторон, да? Да, у нас сейчас смена сторон. С очень плачевным счетом для Нави. Они слишком много попроигрывали раундов за защиту, за КТ сторону. И это, возможно, сейчас им вылезет проигрышем на этой карте. Видим хайлайт, но почему они? Ну, стоит заметить то, что Инферно это в последнее время далеко не та карта, на которой Нави играют хорошо. Мауза попали, так скажем, в слабое место, да, Нави. Что это происходит? Что у них там происходит на сцене? Что это? Агенты Монстр? Агенты реально от компании Монстр. Что?
Что они делают? А, зал на полу пустой. Это когда-то очень давно было, походу. На гранд-финал очевидно, что зал будет полностью забитый. Тем более сейчас. Это не сейчас происходит, да. Но все равно не могу понять, что это такое. Что они пытаются сделать? Что это? Это у них пушка? Что? Распыляют энергетик или что? О, наконец-то кто-то в чат написал. О, Психокит. Психовид, привет. Приветствую тебя на стриме. Спасибо, что написал в чат. Потому что думал, что уже ни с кем не смогу пообщаться. Тактика go A, go B будет. Сейчас посмотрим, что NAVI сделают. Но минус NAVI в том, что они в последнее время очень часто выходят на последних секундах. Там секунд 30-40 остается. Они только тогда выходят на плент. Такая себе тактика, потому что у маузов по прошлому матчу я видел то, что очень и очень хорошее распределение по карте, и эта тактика просто не проканает от NAVI. Плюс Блейд что не доучил NAVI играть на Инферно. Ну, будет Ancient, будет Мираж. Ну, кстати, прошу заметить, там пикнули Даст второй, а маузы на нем очень хорошо играют. Посмотрим, что там будет. Ну, на Мираже там уже будет все понятно. И Ancient, если дойдет до Ancient, да, до него 100% дойдет, то тогда маузам будет очень несладко. Так же, как и на Мираже. Блэйд что-то там ходит, читает, не помогает. Списки эти... Нет, как это назвать? С чем это мог? Я не знаю, как назвать эти листочки одним словом, таким хорошим, умным. Ну там, по идее, тактики расписаны. Как это одним словом сказать. Листочки с тактиками не выйдут. Плохо сильно звучит, долго. Алекси Би зарешает. Посмотрим. Ну я бы не сказал, то, что Алекси Би прям очень сильно сейчас решает. Он стоял по дефолту на Б-планте. Головой. Да-да-да. Интеллектом надо брать. Когда тогда он сделал, что он то закричал, типа, то, что... Практически задефали, его пикнули и слился кто-то из G2 там. Или не из G2, я не помню. Короче, там 300 IQ мува был прям очень жесткий. Ну да, это жестко вообще было. Коэффициент на NAVI 2.77. Что многовато, как для NAVI, нет? Даже в такой ситуации 5.7. 2.05. Во, вот это сойдет. А что огромный. NAVI выходит через банан. Происходит небольшой Что происходит? Что происходит? Ну ладно, мауза дают бэплент, уже хорошо. Сейчас они NAVI заплентят и выиграют раунд, потому что 2 против 4. Конечно, там Джейль, лол хп, на одну тычку буквально. Ну, в тело. Много, наверное, нет. Ага. Мауза решают засейвить береты. Ну окей, у них есть армор. Так, ладно, тогда еще можно их понять. Сейвят армор и билеты. Ну, чё бы не. А NAVI пытаются... Они не пытаются их найти, там только... Кто у нас там? Джель, правильно? Ходит, пытается кого-то найти. Ну, в коврах сейчас заныкает. Я сидит. Наконец-то! Ну, первый раунд и сам пистолетка... Да, на самом деле он реально неплохой. Тоже хороший. Лучше, наверное, быть и не мог. Ну, прошу заметить то, что NAVI все прошлые разы очень плохо играли за сторону нападения на Инферно, и каждый раунд там сливали очень сильно. Они не могли никуда выйти, они сыпались по одному. Wonderful's able to have a field day on the CT side, and that's going to be Torji's task. We saw him. We know he likes to get frisky. Likes to take some Надеюсь, также likes to be really mobile around the map, so when Torji gets the op out, this game is going to change.
Окей, пока что есть небольшой разменчик у нас. Шуи 10-11 идет. Ладно. О, дружба, привет. Наконец-то кто-то, хоть с кем-то общаюсь, потому что вчера вечером решил постримить с телефона. Плохая максимальная была идея. Сидел там практически сам и унывал. Ой-ой-ой, тоже делает трипл-килл, найс. Это прям жестко было. Так, дружба, еще раз привет, приветствую тебя на стриме. Спасибо, что написал чат. Реально, всем, кто пишет чат, огромное спасибо. Потому что чувствуется, что я хотя бы не один сижу. Так, поставил на Нави 3.05 кэф, как думаешь, залетит? А ты поставил то, что в принципе они гранд-финал выиграют? Или на какую-то карту? Ну, коэффициент сочный, прям хороший коэффициент. 3.05, реально, где ты ставил, где ты нашел такой коэффициент? Прям сочный, прям вкусный коэффициент. Мне кажется, залетит, потому что там напикали Ancient и Mirage, которые MOUZ, я уверен, что отыграют очень плохо. А Нави? А, не. Подожди, что? Общий счет 3-0. А, окей, да ладно. Извини, я там, короче... Все зависит от инферно. Ну да, понятно. Не, ну коэффициент, ладно, это нормальный коэффициент для такой ставки, то что 3-0 выиграют Нави. Ну, вообще, опасненько ты, конечно, поставил. Опасненько. Потому что MOUZ сейчас играет, ну, как я слышал, на пике своих возможностей. Я думал, первым пикают Нави. А, не, ну тогда, конечно. Так, ситуация 2-2, им берет калаш. MOUZ, возможно, сейчас придется... Да, им придется ретейкать плент. Ну, а плент не так уж сложно заретейкать, посмотрим, что они сейчас сделают. Ну, у них есть флешкой... А, даже две флешки смог. С такими гренками вполне возможно заретейкать. Хотя Бит сделает один килл, Ксершин остается один, и походу сейчас он посыпется. Нави сейчас надо просто не тупить. Просто не тупите, ребята. Ребята! Найс, все. Еще и забрали оружие. Найс, просто хорошо. Прикольно очки. А сколько ты хоть поставил, если не секрет? Ну, мне кажется, ты поставил не прям сущие копейки, что-то такую средненькую сумму. Важный раунд, да, раунд важный. Так, из-за у нас становится счет 7-8 в пользу маузов. 1000 всего. А, ну 1000, если 1000, то нормально сойдет. Не так уж и жалко будет потерять. А вот 5к поднять будет приятно. If they convert this round victory. He's going to go over towards B, hoping that his stealth can make a difference over there. NAVI decide to attack. Боже, как же я... меня уже мой микрофон тут конченый заманал. Я представляю, как вам неприятно. Мне не хватает всего-навсего... Ну, пока что MOUZ за защиту очень плохо играют. Но это реально уже можно сказать плохо. Да. Очень плохо играют. Что Нави с ними сейчас делают, это просто шок. Ролан, Ксершин попадали. Нави забирают бэплент. MOUZ их просто отдают бэплент, реально. Они его сейчас абсолютно, я уверен, то, что не заретейкают, потому что бэплент это по ретейку самый сложный бэплент. Какой раз уже напоминаю. Надо сейвить, MOUZ надо сейвить. Ну да, что они делают. Просто MOUZ переиграли за С, а так могли без шансов отлететь. Да, это правда. Факт. Полностью согласен.
Если мне сейчас кто-то задонатит, как на прошлом... Не, на паза прошлом стриме, ну хотя бы 650 рублей, я смогу себе хороший микрофон купить, реально хороший, я его чекал. И уже нормально комментить, а не с вот этим огрызком от команды Real Ill. Real Ill, тут реально так написано, Real Ill. Я вам на эту вебку не покажу, вы ничего не поймете. Нави тупо не читали маузов. Нормальный микро? Я вообще не знаю, как вы слушаете меня. Я когда смотрю каждый раз записи стримов, я вообще в шоке. MOUZ, on the other hand, are coming off a disappointing stretch in their season, revamping the playbook and building up into something that's looking really cool. Это он пока у меня шумодав в OBS активирован нормально. Если я сейчас уберу шумодав, вы... Ну, такое уже реально никто не переживет такое слушать. Так, что-то у маузов за КТ игра вообще не идет абсолютно. Мне кажется, если мауза сейчас проиграют этот раунд, то их тренер возьмет тайм-аут. Я уверен даже в этом. Ну, я бы, наверное, на его месте так бы, наверное, и сделал. Взял бы тайм-аут. Опять отдают бэплэнд. Хотя, там идет Ксершн, правда, с юспом. Идет к Нави. Да вы сейчас убьют. Он еще и без армора, там, с юспом, ЛХП, да. Ловят, убивают. Торзи, что ты вытворяешь? Застави уже и все, успокойся. Что делать? Они не могут просто в друг друга попасть. Точно профессионалы это. Да что это? Что это за бред? Как они не попадали? Ого. Oh, TeamSpeak. I want us to not let the foot off the gas, okay? I want them to keep them at that spot. I want us to pressure constantly with utility, pressuring, pushing, re-aggressing, all the time talking and having plans. They're gonna be so afraid. Интересно у них TeamSpeak, кстати. Это мауза, если что. Ну, как я понял. Важный оружейный раунд для маузов. Да. Если сейчас 10-й раунд заберут Нави в копилку выигранных раундов, то... Already NAVI pouncing through top mid, although they have not checked Shui, and he's up first. Good double from the in-game leader, and now Torzy steps out from the arches. Does not go NAVI's way. The acceleration through top mid is cancelled out a Yimvat from the pit, no problem. Я пока комменчу, как же он диван жестко дрет, кот мой. Как же он просто его не щадит. Я уже заманался его гонять, он так дрет диван жестко. Какой же раз, блин, у меня такое вот это представление эти. Так. Ну, этот фулбай мауза выиграли. Молодцы. В Нави не получилось адекватно выйти. Да. Блейду сейчас надо будет, скорее всего, на следующем раунде пройти тайм-аут. А, он уже взял тайм-аут. Найс. Как всегда, Блейд хорош. Доту не комментишь. Или только КС? Не, я могу доту покомментить. Я в доту более-менее играл. И понемножку даже раз в несколько недель играю. Я более-менее в ней шарю, но... В принципе смогу, но это уже чересчур для меня будет. Сейчас пока что КС комментирую. Бля, ну какой же он урод. Что он вытворяет? Что ты... Окей, он увидел то, что я на него обратил внимание и передумал драть Иван. Ну, я думаю, даже если я начну комментить то с этого тоже что-то получится более-менее хорошее. Но пока что я вообще про это не думал.
Хотя иногда я смотрел пару интернешнлов, а именно те интернешнлы, которые папич комментил. Сколько им? 2 штуки их посмотрел. Когда там Team Spirit выиграли International, я точно помню, а тут это второй я смотрел. А первый я уже не помню, что очень давно было. Так, Бит делает даблкил очень хороший. И надо сейчас бежать. Вандефулу плентить бомбу на... Очень быстро надо бежать, но не может, потому что там уже у Алексей Би принимает Пока что самые, наверное, лучшие ники это у фейзов и Нави, потому что как же сложно у всех остальных команд ники говорить. Еще G2, да, у G2 хорошие ники. Все остальное это такой бред. Если вспомнить Империал, как я комментировал, о, какие же у них конченые ники. Они пытались скоммунистить ники, вот как у фейзов, типа есть Рейн, Броки, так и там. И там у типа ник No Way. No Way, ну боже, ну как до этого... Это бред. Как же у GL не идет? Ну да, есть такое. Ну, что-то вот... But they don't want to put it all into this round. They want to wait for the next one, and that'll be the timing where Torji can bring out the ult, and we'll see if fortunes change. And if you're MOUZ, they have to change. Так, MOUZ делают эко. И, скорее всего, сейчас... Ну да, что тут думать. 11 раунд сейчас Нави заберут. Ребят, можете, кстати, подписаться на канал? Всем, кому не сложно, пожалуйста, подпишитесь. Мне... критически не хватает подписчиков. Так, Нави делает один open фраг, Торзи упал. Бриллиант тоже этот... А, Бролан, боже, Бриллиант. Бролан тоже отлетел. Да пушьте их и все. Нави, давайте запушьте их и все. Они... Ну... Хотя бы план пушить, конечно, на Инферно. Даже против Эка. Не прям как будто бы такая идея, которая стопроцентная сейчас. Если там на Юспов можно что даже сделать, как-то запротектиться. Этот раунд решающий для маузов. А, ну да. Если они сейчас не берут этот раунд, ну, у них сейчас будет фулбай. Если они его сейчас не берут, то стопроцентный проигрыш их ждет. Но как раз тренер дождался фулбая и сейчас будет объяснять им, что делать. Интересно, что он там нам объясняет. To get the job done. One player had to step up and get all 3 remaining rounds for the side. We did not see a good CT side on Inferno from MOUZ. They're getting found out at the moment by NAVI, and we get deeper and deeper into the second half. This might just be the end of it. That's the question. Was that game against Vitality a sign of a trend that's building up, or was it just an off game? And obviously here you look at this in the grand final, as you mentioned, yeah, it's starting to feel like it's something of a trend that the CT side struggles. Round 21. And MOUZ is going to have to do this the hard way because NAVI have so much money. There's so much cash on this T side that MOUZ is going to have to grind through, break down before you get any relief. Alexi, all the way up. And a boost. I like this from JL. He's up on top. They line up. Ой, Джель делает даблкил, какой же хороший. О, еще и по Ксершину там настреливает. 26 хп ему оставляют. Ну сейчас почти сгорел, осталось у него 16 хп. Два бита. Ксершин остается 1-2, ему надо срочно брать этот раунд. Ну да, он что он и делает, он бежит. Вот этого я ждал от Джеля. Заждался. Нет, Ксершин все-таки сейвит. Плохое максимальное решение, потому что сейчас счет будет... Короче, один раунд останется Нави, чтобы забрать Инферно.
mean, the fact he sees 3 players starting B as well is amazing info to work with. It just frees up these players today even further, and as soon as that P comes in the apartments, you know, Ребят, если both чё, of the A players are on the balcony. Yeah, Так, poor что там? Torji, that's Ну his как же round of the Гуджель не Yeah, идет, that was it. он Players хуже die in играет. Banana in the first 20 Алекси Боба. seconds, and then obviously, by the time you get a second peek on А чё somebody, там? he's А, already ну... uplanded in your face, and you А, have ну no да. idea. Реально, So the хуже up Алексей never играет. got going for MOUZ on this CT side, Inferno. And Navi's got 3 chances to close it out. And with that knowledge, Так, Psycho MOUZ and берут MOUZ тайм-аут, take their и third and что им final сейчас timeout. делать? Форсить надо. Try and organize a plan to make a comeback Денег у них, happen, по as идее, you нету. said. Им надо It can форс only делать. be overtime. Иначе все, им хана будет. We've seen no signs that they're capable Ну of да. playing rounds put together, right? There's just been 2 sporadic round wins in the second half. They need a streak to get it into OT, Ребят, and если that что, just looks ссылка so на донат в incredibly unlikely at this описании. point. Если кто-то сейчас хотя бы 100 рублей задонатит, он лучший. Especially Просто with спасет the меня buy that they're going to bring to the table here. от моей финансовой It's ямы. not the этой. worst, but it's not pretty. You got 2 MP9s of mass. One other- Да, не One будет other же они nice делать thing эко, for ну Navi in this понятно. game so far is that Конечно, we эко. touched on the very Могут quiet же first сделать half эко и from просто JL, пойти not able to посливаться find a на whole lot мисс. of impact on his own А тогда CT будет... side of Banana, dealing with exertion. Well, he's come alive on this T side. He's done some beautiful things. 2 or 3 rounds, he's given him 1 to 2 openings in Banana. And that's worth its weight in gold. Going into your map pick. With the map victory under your belt to kick off the best of 5. Мне интересно, а Lovely position for почему... Navi to find themselves Ладно, in все, mid. вопросов нету. Почему Шоби там в коврах делал? Проверял обстановку, чё? Так, 3 в 4, ребята, 3 в 4. And if you're MOUZ, you're just like, thank God. You just watched Alexi and Exertion, or excuse me, Brolin and Exertion put up a stellar defense outside Banana. They'll move into the sandbags for when Ema and Wonderful want to turn the corner. This is a tough setup to deal with just with the Опа. elevation. You got Намечается драка. 2 angles to worry about. Будет сейчас драка, драка, драка. О! О, найс, все, Б-плейн заняли Нави, и скорее всего сейчас они выиграют. Ну все, без вариантов. Маузам надо или ретейкать, или проигрывать эту карту. Инферно. Но Мауза, как я понял, они ставили очень большие ставки на Инферно. Не факт, у бита мало хп. Ну, он стал достаточно неплохо. Со смоком. О, у бита мало хп! Блять. Вандефул слился. Да за шо? Какие же были большие шансы победить? Прям огроменные. Они смогли поставить бомбу, занять позиции. If you're Navi, you're like, it's okay. No reason for stress just yet. They won a round, but we killed 4 players. Their money is not good. А, что? Вы видели, что это только что было? Как у бита просто пули летели. Одна тут, другая тут, другая тут, другая там. И только потом он смог дожать. Интересно. Ну, он же еще полностью был... Ну, он стоял, буквально. Он просто стоял. Он не бегал, он не прыгал до этого. Да и во время. Он, тем более, там вроде бы еще и присел. Ладно. С кем не бывает. Here's a passive defense from MOUZ as well. They've just retaken top banana for information, but looking over at the A bomb site, everyone's deep back into the bomb site, saving utility, saving Molotovs. They know Bit and Ema have been frisky on looking for some fights, usually based off the action that's happening in banana, but now just not wanting to be in an advanced position that can get exposed and dealt with, and hoping that Navi's going to peek into them. Well, Navi got the info that they've now taken top banana back, and so that bomb
Как же долго первая карта идет? Я думал хотя бы 2 откомментить и пойти спать. Но нет. Конечно, время только 9 часов, просто никуда надо. Домой. И до базариться вряд ли смогу. Но я очень сильно хочу посмотреть гранд-финал, ребят. Очень сильно. Я сейчас сделаю, наверное, так, чтобы... Просто тайминг плохой убитает, чуть пораньше пришел бы. Ой, вышел бы. Просто еще в КС, конечно, странные моменты не доделали. КС-2. Валвы игру не доделали. Им. Пожалуйста, им хорош. Найс. 2 килла сделал, хоть и слился, но найс. Хотя бы что-то сделал. Ой-ой, Джель. Джель. Ребята. Как он еще держится после такого? Если бы я сейчас был бы на месте Джеля, я бы просто, ну, что-то бы с девайсов разлетелось бы просто в дребезги. Ой, боже. Они же еще, ну, не часто хорошо выходят на аплент. Они это знают на Инферно. И поперлись туда, рискнули. И... Ну да, Блейд берет паузу. Тайм-аут. Ну, после такого, конечно... Посмотрим сейчас что по деньгам. Потому что что-то мне кажется, что... Нави сейчас... Ну... Сообщение пришло. Заруинило сообщение. Момент хороший. Ну ладно, сойдет. По деньгам сойдет. Что-то более-менее оставили. Ну ладно, обеих команд фулбай. Ну вообще в шоках. Как они там такие прям... Ну вот столько было для того, чтобы выиграть карту. Вот столько. Если сейчас Нави сделают 2 опенфрага, то... Это последний их не будет шанс, возможно. Окей, если один игрок делает 2 опенфрага, или в принципе Нави делает 2 опенфрага, то огромная шанс за то, чтобы победить этот раунд у них будет. Прям огроменная. МП9 забирают, М-ку забирают, и уже найс будет. Так, забирают Фамас, забирают М-ку, найс! Этого хватит, этого хватает. Есть хорошая позиция у МП9, ее тоже надо забрать. Бит его забирает, делает килл. Алексиби добирает Шуш. Сьюши. Сершин остается 1 против 4. Ну это КГ. Сершин. Выходи, выбирай через сморк. О, все, 12 хп. Ой-ой-ой, что это было? Има настрелял, но уже без толку. Без толку. Нави выигрывают первую карту Инферно. Мауза ставили на нее большие надежды. И вот, они ее проиграли. Маузом сейчас будет очень тяжело выиграть следующая карта, потому что там будет Мираж, там будет Даст. Ну, Мауза на Дасте хорошо играют. Посмотрим, какие они результаты показывают. Но в любом случае мы видим то, что Нави приходится потеть. То, что реально Мауза сейчас очень хорошо играют. Видишь, по идее сейчас... Ну, сейчас я не прям кричал, но я говорил достаточно громко. В моменте даже одном я заорал там слегка. И на таких моментах мой микрофончик вот этот не вывозит. И звук портится очень сильно. Как будто бы я писклявю тут. Ну, пищу, понял? Не нормально кричу, а пищу. Такое было уже. Я думал нарезочку сделать с этим моментом, а нет, там звук такой плохой был. Я себе хочу фифайн купить. Я пока что добазарюсь за то, чтобы комментировать следующие карты. Надеюсь, у меня получится. Не в такие моменты мы не слышим, а просто смотрим.
Все, ребят, сейчас звонок. Если у меня сейчас получится, то incredible. Будем смотреть следующую карту. Просто плохое время они подобрали. Если было бы хотя бы 7 часов, то было бы nice. Good if you save Adam. We have a really good plan coming up, Adam. Yeah. Nice! Good fucking job. Nice, Adam. One more. Well fucking played. One more. Thanks, bro. Adam, fucking nice round there. Much better feeling to go in a half on a 7-5 than a 6-6, right? Just hide. Just hide. Nice! Nice, boys! Nice, fucking important kills. 1 point. Sick, блядь, sick нахуй. What a shot with Deagle, bro. I need... I'm holding the smoke this time. Fuck Nice! За вторую карту добазарился, за третью не знаю. Может, и за Well, we've третью got dragons in the pits, but we do have demons in the server as well. And I mean that because NAVI simply do not want to take an L here. They fight it all the way back and win it here on Inferno. First map of the series, 13-11, done, dusted. And that moves us one map ahead in this best of 5. Не, ну... Pimp down on the end, YNK in the middle. Чё, And for us, не контружево, тебе очень жестко прям везет. Yeah, great start from Прям очень. NAVI, to be completely honest, winning. Я не знаю, как они выбрались. В моменте счет был или 4-7, или 5-7. Причем там еще и за защиту они проигрывали достаточно. Я, если честно, не думал. Ну, если ты 5К, конечно, сейчас сможешь каким-то чудом забрать, то молодец, конечно. Не, ну Нави очень сильно прям настроены, прям заряжены. Второй карте быть. that it did, and some of those key rounds might even just start early on in this game, if I'm not mistaken here. Yanko, we start talking about round 3. What does that bring to the Yeah, hunt? and this is what Navi is so good at. Like, they will lose the pistol, forcing the second round, have a plan, and then even if it doesn't work out, like if they lose the second round, usually they have a couple of guys saving from that second round coming Не работают виджеты с НФП. Потому что они вроде бы и работают, но иногда происходит такое, что я в них не особо уверен. Сколько у меня? Минимально на 5 рублей? Ладно. Но если что, я перед стримом все тещу, вроде бы работает, но во время стрима мне всегда как будто бы паранойя, что не работает. Потому что у меня уже много раз не работал Донат Пэй во время стрима, чат не работал. На ютубе вот чат у меня, там где я читаю, смотрите. Он у меня сейчас реально не работал. Он буквально не работал, он не показывал сообщения, он не лагал, он просто не показывал их, не показывал новое сообщение. Я не знаю, с чем это связано абсолютно. Чтобы эту проблему задефать, его надо обновлять. Приходится обновлять. For MOUZ, and you can see now the scrappiness again from Navi with a couple of save guns. They just keep going for those Какой у меня fights пропуск? again and again. Yeah, they keep going for them, and unfortunately not to their favor. Bit with a magic moment right here, getting a double kill. The fact that he gets the second kill right here, right now, is obviously winning them the round, staying alive, coming in for backup as well. And then Torsi's left by himself. The one round in the game, he actually did have an AWP. Was the one round his teammates never gave him a chance to use it. So if I'm Torsi right now, especially coming after that massive performance we saw yesterday, he never really got a shot outside of the Или даже Virtus Pro. Ну, Virtus Pro боролись достойно. No stranger to it. We bit on the side of Navi. This guy has that impact. He just seems to find it whenever he needs to. I mean, a couple of the rounds where he did double entries, you know, both on the CT side and the T side, was just magical from Bit. You know, see this round you're just speaking about, Yanko. It's a very big round for Bit. It keeps Navi in the game. It keeps them alive. There was a round on the T side as well where he
сегодня в этот вечер какой-то вообще... Didn't necessarily look like Bit had a fantastic game, but the raw and sheer amount of impact kills he had throughout that one definitely helped Navi to win. He was finding a lot of information as well at crucial Он times. гиперактивный сегодня. Даже не то, что сегодня, этим вечером с ума сходит, он никогда не делает столько пакостей одновременно. Which is what's important when those crucial, those little milliseconds and microseconds. I don't even think that's a real measurement of time. But it makes sense in this play, right? Especially when things get a little chaotic. Of course, that would lead us into some round 19, gentlemen, like later on in the game. Yeah, there's been a lot of stuff Если он going сейчас on. усядется, Jimmy, for all то... the great work he's been doing so far for MOUZ in the Ну playoffs, иди. he had a couple of mistakes, you know, in this particular game. Even if you go back to another anti-eco that they lose, I mean, that Ima just wrecked them on short. But, you know, let's go into this round 19 towards the end of the game, right? First of all, if we go all the way back here to show you guys the setup. So MOUZ is only opening with 2 players towards the B. Ну вы его не You найдете, see Jimmy, he's number 2, he's the only one towards that short pit area. So the fight for banana я много чего спалил на телефоне. Going in this game as much, or definitely as much as he would like. So they find the kill here, 130 left, 5v4 situation, right? This is where Jimmy, who still has out of utility, he still has a smoke, he still has an incendiary. Look at the setup of the bombs that he's isolated there. You can see that Navi is putting some pressure, but now you use some of that utility, right? Like just to buy time for the round to reset. Эти комментаторы всегда по ESL на какой-то своей волне. Чё на бласте вроде бы, да, такие же были. Чё в этот раз? Я сколько уже слышу их, именно вот, ну, слушайте. Да, это те же самые комментаторы. Что на бласте были. Сколько я их уже слушаю, они всегда на какой-то своей волне. Они могут временами обсуждать что-то реально хорошее, а временами такой бред говорить, что у меня, ну, хочется просто звук отключить и не слушать их. Как такое вообще можно, ну, молоть на таком событии, которое смотрит очень много людей? Я надеюсь, на мажоре они не будут говорить того, что они говорили как минимум на бласте. Потому что то, что было на бласте, это вообще... Они всерьез что-то там за несколько минут до главного матча обсуждали попкорн. Ну. Но сейчас они хотя бы что-то адекватное говорят, что-то хорошее. Обсуждают моменты с игры и что кому надо было делать в какой момент. Микромоментов. Вот я сейчас не вижу ни одного нового сообщения в чате. Вот. Что мне думать, сломался у меня чат или никто не пишет? Ну, вот. Ну окей, вроде бы не сломался. It's the same story as yesterday. The fans are not on our side. They will never be in this case, okay? It's only us 6 on the server, and we're gonna fucking do it together no matter what. Let's fucking do it, guys. Let's have each other's back. And there will be no regrets in making him our United States Air Force Aim High player of the map. That's how you do it, Taz. Yes. That's how it's done. Confident. Yeah, that's okay. That's a little way of Shui, you know, getting the energy up, getting everyone to be on the same page. Unfortunately, it didn't really translate into some of that discipline on the server in some key moments, but... Никак не могу запомнить ник этого типа. Сьюши, все. А то я постоянно читаю как Сюхи, все. Как правильно говорить? Сюш, правильно его ник? Сюш. Elsewhere than in Brazil, Heroic were hated pretty much wherever they went, you know, and KDN will always bring people together and be like, it's us against the world. I like the fact that he's taking ownership of that and at least trying to rattle up the troops. Well, gentlemen, we would jump into Dust too. We don't have a whole lot of time for that, but you can just kind of get an indicator here just straight away. Ладно, на ютубе I это think вроде MOUZ бы. can bounce back. This was the jitters of the first map of the final. Хотя... I think Navi is in a prime position to go 2-0. Okay. Мне почему-то стало интересно попробовать вывести чат через ОБС ютубовский. Я один раз видел то, что это можно сделать, а как?
А ну-ка, настройки. А, ну во время стрима нельзя. Жаль. А что за виртуальная камера? Запуск виртуальной камеры. А что если сейчас нажму? Запустил какую-то виртуальную камеру в OBS. Я абсолютно не понимаю, что она делает. Hi, it's Bob with Face It. Did you know you can customize your live stream experience on Face It? А, я понял, что это Yeah, виртуальная that's right. камера. With the POV selector, you can choose up to 4 different perspectives from the broadcast Это, feed короче, to типа your виртуальный favorite аватар, players. по идее, So if который you miss a kill, за it's on тебя you. стримит. No more T-tours in chat. But wait, there's more. We've got a you watch, you win situation in here. Watch I Am Rio while having the chance to get skins and Face It points. Woo, look at this one. Change the channel and control how you watch. А ну-ка, если сейчас сделать так. Сейчас я на статистику быстренько зайду. Так, вы ничего не видите. Посмотрел один видос про микрофон, теперь у меня в реках все такие. Спасибо за настройки. Так, это точно надо смотреть не здесь. You would see the enemy team and they throw 2 Molotovs, but there are specific plays that require specific utility. Yes. And as much as you can mask it or блин, мне там часть небольшая экрана не закрывается. Like you know people running out cave fast to clear like street or whatever. Like on ancient. I don't play. Right? Yeah, but I the flash is not even count, the flash is there count. G2 is throwing a Molotov bucket every time they do it, for example, and you're like you see the Molotov coming in, you instantly. Так, остается несколько минут, наверное, где-то, да? It's gonna happen. Like that's the most dangerous thing. You need to respect it. Yes, exactly. So it's like, yeah, they control more. If it didn't happen, it doesn't really matter. You just play. Ready yeah, exactly. I feel like in the top like 5 teams, this let's say on Anubis, you guys at the start of Anubis, we practice against you like to do the stair smoke and you push, but you do the stair smoke every round. So when do you push? Yeah. You know, this kind of stuff. So like. Ого, столько зрителей, неплохо. You do have some tells, and but in some games we're looking at it, we're like. Okay, well, вопрос, вы вот это видите? Альтап или нет? Нет, я... ОБС не должен такое показывать, не обязан, по идее. Да, вы не видите, все. Ты убедился. 3 минуты еще с половиной, боже. Ребята, кстати, подпишитесь, пожалуйста, на канал. Какой раз уже повторяю. Критически, просто критически не хватает подписчиков. Прям вообще. Мне кажется, практически каждый подписчик, который до 1000 подписчиков, пока у меня будет подпишется, пойдет в историю. В историю как величайший. Добрейший и милейший. А еще можете в чат писать, я всегда отвечаю. Еще в ссылочке есть там... А ну то уже не важно, это телеграм-канал, то не так важно. Ссылка есть на телеграм-канал мой в описании, если хотите, можете туда перейти. Там вся информация про стримы у меня. Когда стрим, какой стрим и все такое. Так, ну пока что первую карту выиграли MOUZ. Ой, боже, что я говорю. Первую карту выиграли NAVI. Это был пик маузов, карта Инферно. Играется сейчас, будет играться вторая карта. Это Dust 2. Это пик NAVI, по идее, должен быть. Странный пик. Как мне кажется, они должны были выбрать Мираж. Ну, уже ладно. Что выбрали, то выбрали. Посмотрим, как они сейчас на нем отыграют. Мне интересно очень. Остается минута 52 секунды до начала следующей карты. Ну да. Напомню, всего играется в гранд-финале 3 карты. 4-я дополнительно. Если я ничего не путаю. Да не, я ничего не путаю. Что я могу путать? Правильно, ничего.
Кстати, тоже лайк сейчас. Вот стрим будет очень в тему. Потому что каждый лайк ваш сейчас продвигает стрим на одного зрителя, по идее. Где-то так. На 1-2 зрителя. Я проверял. Честно. Остается 50 секунд. Можно выпить минералки. Не зря что я ее сюда притащил. Первая, только открытая практически. Ба-ба-ба-ба-бам. Остается 15 секунд до следующей карты. NAVI take Inferno now. This grand final goes to map 2. It's Dust 2 coming up next, and we've seen MOUZ. Если честно, Нави пришлось, конечно, очень сильно попотеть, чтобы забрать Инферно. Прямо очень сильно. Они, я бы даже сказал, буквально вырвали эту карту MOUZ. Мини-камбэк там был. Счет 5-8 вроде бы. Так, этого все... Я забыл ник. Сюши? Сюши. Вспомнил. Вспомнил, насколько же быстро, насколько я забыл. Почти. MOUZ was able to handle everything NAVI threw at him, taking care of the catwalk and long splits, taking care of the B attacks. NAVI could get nothing done. So it's going to have to be a completely different game today for NAVI, which you expect it would be. This is a strong map for them. And we'll see what MOUZ come out with. We'll see what NAVI can do here on Dust 2 to see if they can go 2-0 up in this grand final. Best of fives have plagued them. They've been difficult for them, but this is a real shot at going 2-0 up and forcing MOUZ to have to go into the reverse. Все, Dust 2 начинается. Second map of this best of 5 grand final here live on the Intel Extreme Masters. Так, ребята, понеслась, понеслась. Can they get that off into Torzy's hands early on in this game? Because he can make the difference. He can be a player that shines bright for this MOUZ defense. And importantly, if you want to win the trophy, get your up going in this series. Get him started. He's had some good rounds with the rifles on Inferno, but never able to get the feel and the flow with an AWP. Going to be a huge priority for the MOUZ side. And pistol round is live. Utility for Alexei, flash, smoke, Molotov, smoke. Так, Нави стартует за тест в сторону MOUZ за КТ. Ой-ой-ой-ой-ой, коэффициент на MOUZ 3.51. А что так много-то? Что многовато, нет? А какую команду называют Дети Миража? Ну да. Детей Миража идет, по идее, сначала Мираж, потом Даст 2, и потом у них идет или Инферно, или Нюк. Примерно так. Нави это... У Нави это, по идее, идет Мираж, Ancient слэш Даст 2, еще точно не могу сказать. Но Ancient они прямо в последнее время очень сильно любят, пикают его очень часто, даже сказал пока, да. Timing for Torzy to look away. That's just allowed Navi some space to work with out of the longhouse. Torzy's got to come back, but there's going to be 3 targets on the other side. And now he has to try and retreat, but there's nowhere to go. He has to stand and fight, and he has no might to make that happen. Но пока что Нави достаточно успешно отыгрывают пистолетку. Бита словили через смог. Ой, что это было от Джеля? Что за килл? Джеля, 18 хп, что это было? Он слепой только что. Какой хедшотик поставил, второй! Дабл килл! Джейль просто неубиваемый. Сделал дабл килла 2 только что. Таких жестких на 16 хп. У него было буквально... Вот в плечо ему, ну, вот где-то в тело попали по 1 раз, и он бы откис бы уже. Смотрите, первый килл и второй. Ох, боже мой.
Джель вспомнил, как каша пахнет, не знаю. Well, forced by the classic MOUZ force after losing the pistol, right? You get Torzy on the scout. We know how good he can be. Can soften up opponents with that. The long take from Bid. It's a long-winded Mac-10 spray, but Джель просто вспомнил раскладку клавиатуры. Так, Нави идут уже 2 опенфрага. Ну все, Джемпад отсёс один на Б-понте, пытается кого-то словить до сих пор с диглом. Ну он там просто пускай сейчас сейвить. Doesn't seem like anybody can do it. So if your MOUZ going down 0-2 against the #1 team in the world, ну, сейчас заплентите пойдут, я не знаю, на спам, наверное, да. Сомневаюсь, что они сейчас захотят искать... Ну, окей, я бы на их месте не искал бы вот этого последнего типа. Он сейчас, по идее, заберет армор и дигл. Ну, пускай забирает, наверное, да. Все равно следующий раунд на месте маузов я бы сделал эко. Очень в тему было бы. Нави нельзя искать последнего типа, потому что один раз они, ну, тоже, я не помню, что это, Virtus Pro было, они последнего типа в 4-м искали, и в итоге остались 1 в 1. И то там, хоть бомба и взорвалась, и Нави забрали раунд, но последний этот тип тоже откис. Кстати, только что было топ-3 перехода мира. Можно, кстати, еще ниже вебку сделать. Well, MOUZ with no money. That's pretty sad for MOUZ. 3-0 start here for NAVI, very likely teed up. Yeah, critically though, Torji saved 950 in that previous round buy. He's got 3350 right now, so he'll be able to have the AWP in the next round, saving enough money to be able to get that out with utility. Так, ну что я говорил, маузам надо было сделать эко, они его и сделали. О, блин, там только что как бит практически был, ну, в шаге от того, чтобы сбить маузов хаешкой своей как кегли. Буквально. Там прям так было близко, они вылетели втроем на хаешку, то еле успели отбежать. Так, Джейлю сейчас, наверное, надо бы на шортик идти. Ну не, он будет сейчас, скорее всего, прикрывать тыл. Достаточно очень хорошей позиции, но он умный. Вот это хороший очень мув. Инфы про него, очевидно, нету. Он уже готов принимать. Первый сыпется. Ох, что же Джейль делает? Второй тоже упал. Джейль сделал даблкил, сделал трипл-килл. Защищал тыл на все 100. Прикольная тактика, что я такого раньше никогда ни разу не смог додуматься. Наверное, Dust 2 не играю почти. На фейсте, наверное, это вообще даже 10 раз не сыграл на этом Dust. Я его никогда не банил. Джимпад этот остается со своим диглом и армором опять, и опять его сейвит. Ну что ему еще делать там? Без шансов на резей. Соло, тем более. Тем более аплент, который очень открытый. Вот этот, конечно, мув от Джеля, я не знаю, сам ли он до такого догадался, или он до этого на тренировке это проходил. Ну, это гениально, если честно, прям очень умно. Плюс мауза, ну, еще догадаться то, что там кто-то есть, и пикнуть эту сторону, когда еще и бомбу запланетили, это ж вообще Unreal. Есть шансы у MOUZ на Мираже, посмотрел винрейт, и им лучше было бы пикать нюк. Да, им реально было бы лучше пикать нюк, тем более Нави играют на Мираже, ой боже, на нюке так себе. Ну, не сказал бы то, что плохо, но хорошо, я бы тоже не сказал, что играют. Ну, на Мираже, конечно, Нави играют просто... Вообще капец жестко. Реально. Сколько я помню матчей на Мираже, они мало кому там давали победить.
Винрейт на Мираже у них огромный. Плюс они тактически очень хорошо играют на Мираже. У них очень сильно отточены хорошо все вот эти гранаты совместно. К примеру, когда ты выходишь на плейн, то там 3 смока, чтобы Сити в дыму было, чтобы было в дыму джангл и все остальное. Короче, они очень жестко играют, просто очень жестко. Да, это их самая сильная карта. Но Мауза тоже не промах, но все-таки Мауза реально, как будто бы дневнике получше отыгрывает, чем на Мираже. Наконец-то Нави... Ой, боже, Мауза берут хотя бы один раунд. Комментаторы говорят, beautiful start по MOUZ. Молодцы. Комментаторы? Он это сказал. Ну, это же еще переходится. Прекрасный старт для MOUZ. Если прекрасный старт начать выигрывать или что? Забирать потихоньку раунды? Не, ну, раунд-то они хорошие забрать, потому что они забрали авик. К примеру, Wonderful делает хороший килл, OpenFrag хороший, прям реально beautiful. Раунд они отыграли хорошо и много дропа забрали годного. Но насчет Beautiful старта я не уверен. Как же сейчас Маузам повезло, на лоу хп выжили. Нави уже успели дать 2 опенфрага, найс. Еще стоит зачитать то, что против Нави камбэчить это... Что-то на грани невозможно, потому что, сколько я помню, сколько раз там против них пытались камбэкать в нынешнем составе. Они что-то там пытались камбэкать, ну, противники Нави, и почти в 95% случаев они не могли нормально закамбэчить, а все обрывалось на счете или 13-10, или 13-8. До 13-12 макс. Ой, боже, тут 12-11, что сказал, ребят. Ну, за не камбэк. Если они сейчас уже в такой жопе, то что они за защиту так проигрывают. Кто пищит? Бразилия, что хотел. Капец, кто там пищит? А, это, боже, свистит. Жестко свистится. Я что-то думал, что это пищат. Если бы он сейчас Wonderful сейчас выстрелил, то... Ну чисто на шар уж надо было выстрелить. Wonderful, как так? Кто-то усиленно свистит. Зала. А! По башке дала себе только что биту. Дундуп, ну что ж ты вытворяешь? А кто же там так отлетел? Акробат какой-то. Да ладно, Мауза заберут тайм-аут. Еще на счете 0-3 надо было брать тайм-аут. Что-то тренер мне не следил. That's a smart play. Yeah. I like the cone he's got on his head. It's like the sorting hat of traffic cones. Interesting. Where do you even get one of those? I have no idea. Round 7. DHL sure deliver them. Yeah, they will. You buy it, they deliver. All back in the hands of Torji. Navi's got plenty of money built up in reserve as well. In a very comfortable position, and Wonderful's going to take this long peek again. He's got the spawn one more time. Это была ошибка. This time it's blind. No flick needed. Как же вам, ну, просто Wonderful такие тайминги берет жесткие сейчас. Какие же тайминги? 2 опенфрага дал.
And MOUZ do not have the answers. They're now getting a little bit more aggressive, trying to push up mid. Джелли в зоне. Какая вторая карта? So heads up from NAVI. They know the weakness. They know where the weak spot is and how this round is playing out. Tough part for MOUZ 3v5. It happens so quick. Пиджель идет 9 на 2. Жестко. And NAVI at the moment, with the fact they're staying quiet, aren't giving you any information. So you almost have to fight the urge to go find information for the time being, because you know NAVI's just waiting for your peak. But you're also motivated to try and even things up. So a gamble from MOUZ, stay at the A bomb site, all three defenders here. If NAVI goes to B, you call it a lost round. Well, Torji, he is the player that must step up now. He's in the position to take first contact. The Hungarian, piece into the open, goes back. Oh god, he's stuck between two players, and he ends up with nothing. Не по таймингам, не по таймингам. Мне звонят, мне должны были позвонить 8, 10 Не по таймингам. Что тренер их не делает? Он берет второй тайм-аут и в надежде на то, что, ну что. Мне кажется, он уже подсознательно сам понял, то, что они против NAVI не камбэк. Ну, против NAVI такое не камбэкается, ну. У них слишком много раундов в запасе. NAVI вообще с легкостью могут снять решение сделать эко, если будет какой-то сложный момент. И просто потом уже с фулбаем вынести противника. 1-6, что тут думать? Надо, чтобы кто-то там, у кого самое... ну вон, Ксершин, 0-6 идет. Надо ему сейчас ливнуть, а потом просто сдаться маузам. Потому что кнопка сдаться появляется, если не ошибаюсь, только после того, как кто-то ливает. Ой, им сейчас... Ой-ой-ой, им! Ну ладно, опенфраг дает им неплохой. Ну там уже размен в итоге выходит. Лекси Би сейчас сможет отстреляться, не? Не, он решает. Ой, что происходит? Ну что это такое? Лекси Би дает 2 опенфрага, потом то, что один сгорел, а другой... Боже мой. Мауза забыли, походу, как... Ну, клавишу путать. Банально правую и левую кнопку мыши путают. Иначе я не знаю. О, ну вот... Сюша только что что-то сделал. Попытался. Парис. Это только что было... Ну, мне, наверное, было победно, если бы я за MOUZ сыграл. Там было на вот этой бумажке написано, где мауза, а под сиденьем, короче, тип нарисовал сыр и под креслом своим раскидал сыр. Типа MOUZ, это же типа мыши, MOUZ. Боже. Это прям унизительно. Я бы не выдержал, я ливнул бы, если бы плевать, конечно, некуда. Зала выйти. Cross in towards CT. Brolin's actually going aggressive. Look at this. Oh, the tunnels push. JL. Is he going to have eyes on it at the right time? Nice peek from JL. Что Джелли вытворяет? He knows where there's usually one, there has to be a second in support, and so he doesn't want to stick around because of the damage he took on board. He'll drop back. And Alexi's coming in from lower to help out. Bit's been sent. Надо сейчас срочно пушить бэплент NAVI. He hasn't stuck around. Срочно. И кто-то у нас Wonderful, надо через темку бежать. Просто бечь надо. Да, Настя, он убегает. Молодец. Но есть, к сожалению, уже инфа у мазов, то что... это уже бессмысленная эта инфа. Потому что Wonderful бомба была, но...
Неплохо, но бессмысленно, абсолютно. And MOUZ come back into it, and you've got to say, the impact kill from Shuai, that one frag to find JL allows him to get back into the round and obviously closed by the rest of the supporting cast. And in tandem with Exertion's kill on the double boxes right outside the B entrance, so it just throws chaos into the Navi post plant. This one right here, just around his Там только что Exertion по своему, сколько он тычки? 2 или 3 тычки дал по своему. Что это такое? They've got a double up setup coming into this round, but it's a timeout from Blade, and we know how effective these can be. Блейд берет тайм-аут. Ну а почему бы нет? Можете позволить первый тайм-аут с 3. And here he's saying the same thing. We have a 7-2 lead. Let's not let them off the hook. Let's bury them even further. Yeah, speaking directly to Alexi B, who did look like he was peering down the line of his squad. I think that's got to be a frustrating round to drop for Navi. Even though they've had a strong start here, they were in a position to win that, and they let it slip. And Blade just wants to nip that in the bud immediately with a timeout here. Well, they don't know about the double up just yet. One in the hands of Torji, the other in the hands of Brolin. Ну, было вкусно. А теперь переходим к другому. Правда, она уже тоже... Не, это не начато. Вот это начато, к сожалению. 1, 2, 3, 4 мармеладки остались. Как же я их растяну-то сейчас? Ну, Нави сделали 2 опенфрага. Все, этого уже хватит, чтобы закрыть маузов сейчас без шансов в этом раунде. Чё мне монитор вообще повернутый в бок? To look towards catwalk for the moment, but Navi have the entire map in the palm of their hands. Get that lurk smoke thrown out B, but no one's committing through the tunnels. In fact, they're going to go back over towards short and finish on A. Now, this is the best case scenario for MOUZ. You got the AWP over here at long. Shuai's got himself into short. This is the best chance for MOUZ to win this round. And 45 seconds remaining. Navi haven't detected the in-game leader yet, but as soon as he peeks into the open, ну, Wonderful, как же он до хера импакта просто делает. Он очень много импакта сейчас делает. Настолько много, то что душит маузов своим. Как же он чувствует Алик, конечно. Им платят бомбу и 10-й раунд получается. There's just been too many rounds where Navi get 5v3s. It's crazy how many times they've been able to do it, and you're right, it just comes off. Не, ну если Нави, конечно, закроют реально маузов 3-0, то это для маузов такой позор будет. Выйти в плей-офф, пройти в гранд-финал. И вообще так прям без шансов 0-3 закрыть. Чтоб Нави вас закрыли, это прям... Up deep, up close, whatever it might be. So once they take it and make their presence known in that part of the map, it's just pause and wait. And Wonderful's got his AWP just holding an angle. It makes for an easy opening for them to slide into the A bomb site. And this is nightmare scenario for MOUZ. 6-round deficit. Ну, кстати, призовой относительно маленький, 100к всего на все. Это первое место. 100к это... But then you look at the scoreboard and you're like, we kind of want to buy here. Просто я примерно догадываюсь, сколько получают по контракту Нави, и для них 100к баксов это не особо-то им много. Это чисто приятный бонус к победе. Они кайфа от победы получат больше, чем кайфа от 100к. 100к на пятерых это каждому по 25, да? А, нет, не каждому по 25. $24 на человека. А Блейду 0. Ладно, поделят как-то. Без Блейда они бы так не играли, очевидно. Sometimes babies fall, Jason. They do fall over. And that could be happening right now.
Как же они скушали хаешку, это... Ну, Ксершин сейчас... Ну, очевидно, он с Диглом ничего не делает. Ему сейчас надо гренки все свои... А, все, он смог откинул. Интересно, смог сейчас? Ну, против Нави такой смог не канает. Все, сделали 3 опен фрага, просто 3 опен фрага, 3! Как же это много! Тем более они их по КД еще делают. Ого! Мауза просто разваливается. Опять этот джемпад остается один, да, такой же раз. Конечно, есть брола, но сейчас уже забейте. Если Нави заберут по пистолетку, то ГГ. Конечно, ГГ. Уже... Да тут даже заберут, не заберут. В любом случае ГГ Маузам. Против Нави, им надо сейчас камбэкнуть будет... Сколько это? 7 раундов. Против Нави 7 раундов. Камбэкнуть это... And struggle in the second half. But NAVI right now just inflicting pain. Taco his autograph, the same as he has for the past 10 years. That's brand power right there. You know, none of this new minimalism. I like it from Taco. Tradition. Wonderful. Почти 9 баксов. Обалдеть. Вот это да. У маузов я даже не знаю, не идет игра на досте. Тут даже не то, что сказать там или не летит, или что-то такое. Тут ошибок вроде бы как-то и нету, просто не идет игра. Если у тебя плохое имя, то можно задефать хороший так. Если плохое так, то можно задефать, ну, задефать это хорошим имя. А если не идет игра, то такое не дефается. Это факт. Ну 2 в 4. Ну что они сейчас делают? Ну окей, ставили бита. Причем... там и всё, один уже в 3. Если тогда там кто-то Торси не умер, то... Еще можно было бы что-то сделать. Все, эту половину берут Нави. 1 раунд и сколько? 2 раунда дали маузам. Все, хватит. Представьте, все хайлайты, которые мы сейчас увидим, мы увидим хайлайты от Нави. Ну, конечно, легкая прогулка по DAS 2. Иначе я не знаю, как это назвать. Я в шоке. Second half in Нави все равно расслабляться не надо. Даже при таком счете и за защиту расслабляться нельзя. Хотя я, наверное, ну, я бы не смог просто не расслабиться. Я бы там уже подкинулся, не знаю. Холодненького чего-то в себе налил. Просто ноги поставил бы на стол и так чилил люто. Чё это там на этом у него? Запалил немного. На каком бы мауза сейчас пике не были, даже если бы у них, я не знаю, знаете, вот есть уж такие дни, когда у тебя прям жестко летит, то ты играешь, ты понимаешь, что у тебя сейчас летит так, как не летит никогда практически, то что там раз в году такое бывает, то что ты понимаешь, что настолько легко ставится каждый хедшот, каждый вантап. О, ладно. Даже если они сейчас войдут, ну, в такое состояние, они все равно не вывод, скорее всего.
Вот счет 10-2, он даже вот, ментально очень сильно действует, потому что, ну, 10-2. Одно число двухзначное, другое однозначное. Причем двойка еще. Еще и ты знаешь, что ты играешь против топ-1 команды мира. Ну как, ну... Реально, после, ну... Ментально очень тяжело. Так, получается, следующий турнир это будет Blast Премьер. Ой, не Blast Премьер, а что-то там... Это Blast Финал. Короче, Blast будет, все. Посмотрим Blast. Там хоть призовой будет адекватный лям. Это хорошо. Будет за что посражаться, и когда ты победишь, если выиграешь Blast, то денежное вознаграждение будет не просто приятным. Какого числа? 30-го, по идее, октября. Вроде бы с 30 октября. Ну, на ХЛТВ я сейчас могу прям сейчас, кстати, посмотреть. Лям баксов на команду, это 200к на каждого. Это прям... Круто. Интересно, какой будет призовой на мажоре. Миллиард? А, кстати, этот матч, оказывается, 5 звезд оценивается. Интересно. Я думал, 4. Сейчас я попытаюсь найти Blast. Это гребаный. А, да, Blast Премьер Final. А, нет, тут полляма будет. Я ошибся, извиняюсь. Он будет с 25 сентября. Начало. И будет по 29 сентября, что ли? Обалдеть. Что так мало времени. Another headshot. Imo wonderful chiming in, and Brolin is left alone. Ну, его буду комментировать. Нет, тогда что-то мало, ладно. По 90 к каждому получается, да? Не, ну 90 тысяч тоже неплохо. Performance that MOUZ were able to dish out against Furia yesterday, where they just didn't allow Furia into the game. They're on the receiving end of that now. This is what it felt like. How does that feel? Not great. And again, MOUZ, like in a situation like this, I'm not even going to criticize it. They've gone for a full save. They're kind of conceding. NAVI getting up to 12. NAVI выиграли пистолетку, я только сейчас это заметил. А то я еще с тем бластом отвлекся. Смотрю, они пистолетку выиграли. Еще и эко сделали, чтоб на следующем этом задавить фулбаром. Nice. Вот у игроков жесткие ЗП, призовые от туриков не так уж и много. В чем выхода? Ой, выгода. А, не футбол играть. А, я, кстати, перепутал. MOUZ же теперь в эту сторону играет. MOUZ играет в футбол, что? Они настолько отчаялись. В чем выход? Ну, выход в том, наверное, что когда ты играешь против таких противников, даже когда такие вот далеко не топовая команда по типу MOUZ, Фурия и остальные, он сейчас походу зарежет его, Аня. Ты, ну, тут даже больше решает не призовой или что-то еще, а опыт с ними игры, понимаешь? Но вот сейчас NAVI изучили понемножку, как MOUZ играют. Они изучили, как Фурия играет. Потому что, оказывается, NAVI не были готовы играть против Фурия, и они проиграли им. Я абсолютно этого не ожидал. Они взяли и проиграли. Вот у них уже есть опыт против Фурии нынешних играть, против MOUZов, против Героек. Ну и вот тебе, думай. Очевидно, ну такое ж ни за какие деньги не купить, потому что, мне кажется, дружеский матч NAVI против каких-нибудь Фурия сейчас никто не захочет играть. Без призовых, без ничего, потому что это время, это... Таких матчей не будет. Ну, я 100% знаю, то, что NAVI на контракте очень много. Прям реально много. Что происходит? MOUZ просто идут и по одному сливаются.
Нет, вот организации NAVI платят большие деньги, а призовые не очень много. Там же должна быть выгода организации. Выгода организации в том, что у них есть спонсоры. Ты видел, какие у них спонсоры? GGBet, Puma там. Так, и вторая карта, кстати, выиграли NAVI. GGBet, Puma. Представь, твоя команда, во-первых, топ-1 мира и играет еще под спонсорами Puma и GGBet. Одно казино, другое спортивная одежда, самых популярных, еще и Logitech. Им выгода от того, что они топ-1 команда мира. Понял? Вот эта штурмовка, или я не знаю, короче, Олимпийка, кофт, которая играет Олег себе, она уже так уже приелась. Наверное, на турнире без вот этой кофты я Олег себе не смогу себе представить. А там Puma, которая вот тут, она знаете, как бросается в глаза? У любого там тоже на плечах аж у них вроде бы вот тут вот примерно как его там, Logitech, не знаю, какая разница. Ну там еще свой собственный сайт NAVI есть, там где их не мерч, по идее, должен быть NAVI GG Drop или что такое, или просто NAVI GG, что-то такое. We were back in 1 minute. Okay. Да, ну что-то мы уже слишком сильно расслабились. Под конец они просто там в футбол играли, видно было, и по одному выходили, сливались. Они же даже решили ничего не закупать. Они уже когда проиграли пистолетку, поняли, что без шансов вообще. Ну, опять же, против NAVI такой не камбэкается. Это Unreal просто. Так, сейчас, секунду. Им штука там Puma, по идее, за контракт должна миллиарды платить. А вот GTAC еще до Оверфраски, сколько там им платят? Боюсь представить. GG Drop, представьте, у них только 3... Получается, GG Drop это ж казино. Я прям очень большие деньги там. GGBet I wish I wouldn't say this during a grand final here in Rio, but I think that was the worst map of Counter-Strike I've seen all tournament long. I know Astralis had a game versus EF where EF couldn't get going either on one of the sides, but I think the first half we saw from MOUZ right here was one of the most lackluster Counter-Strike I've seen at this tournament. It took them 10, 15, 20 seconds every single buy round to lose it, playing a 3v5 scenario and a 4v5 scenario, and at no point did I have a feeling that MOUZ were able to fight their way back into the game. I think the only buy round they won on the CT side was even them winning a 2v4 where NAVI perhaps, you know, lost a bit of focus. Apart from that, MOUZ got nothing to show for in that first half. All maps have key areas, right? And on Dust 2, that's long, pretty much. Why? Because that's where the Ts can have first contact real quick if you know, don't talk about the op battle that can happen all the way across mid, right? And the way you go about it as CT can be a couple of different ways. MOUZ was going for the one that's a little bit greedy, right? Like where you throw the smoke that pops a little bit delayed and you still try to get the player into pit before that smoke blooms. You molly behind blue box, you add one flash, right? But that gives an opportunity for the team with the best spawn to at least take a look, right? Before the smoke blooms. That's what happened multiple times
for Navi, whether it's Wonderful or the op, or it was Bit maybe, or someone else on the rifle, and they were just finding those openings time and time again. And if it were a 4v5, maybe you can do something, but 2 or 3 gun rounds in a row, it was just 3v5 for MOUZ after the first 20 seconds of the round. You can't play like that. And even when they went towards the B Если Нави сейчас Мираж выигрывают, 10 кэв залетит. Ого. Often he was, you know, by himself. He's left in a 4v5. That means that you can't have 2 players Они выиграют situated on the Мираж. B bomb side. So for my money, you know, as you said, Без шансов для MOUZ. Нави сейчас, в принципе, очень сильно заряженный. Уже 2-0 выигрывают. Это... MOUZ сейчас банально задизмораленный, и будет сложно что-либо сейчас отдельного сделать. Так, ну Мираж это пикна, и получается они за тетом играют. That's not any indicator as to how that round might play out, but it's not looking good. No. Yeah, it says no. I think if anything, for MOUZ, the silver lining is you just got blown out of the server, right? Like you weren't losing rounds with advantages because you didn't have any, you weren't making like obvious glaring mistakes. It's just one of those worst case scenarios where every little bit where you try to maybe be a little bit greedy and take some extra control, that's where you get punished for that greed. Я когда Blast комментил, там что-то под 200 было. От 150 до 200. Знаешь, Гогу тоже стримит турики КС. Да-да-да, я знаю, я часто их смотрю. Они еще онлайн рекламируют, это я точно помню. Ребята разыгрывают. Такое сложно не запомнить, они прям активно очень реклама такая. Но что мы видим, их от 2 до 3 человек. Неплохая такая компания. Our way. Now it's their map. You know, we'll keep putting up a fight. We can take Dust 2, and then you get blown out. And how much more significant does that make what happened on Inferno now? Я оттуда пришел, надоело у них смотреть. Ну, возможно, да. Ну, я так долго там не смотрел, просто время от времени на такие ключевые моменты заходил, смотрел. Вчера смотрел матч... Какой там был матч, я уже не помню. Фурии... А, Нави Херой, все вспомнил. Это или позавчера был матч, или вчера, не помню. Они еще хайпанули с электроником. Ну, они со своими вот этими, как вам сказать, превьюшками, очень кликбейтными. Прямо очень кликбейтными. То, конечно, там, да. Я не знаю, как они умудряются так сделать. Всегда, когда пишешь что-либо связанное с турнирами, почему-то первым выбивает именно на ютубе ихний стрим. По КД я проверял, даже не официальный, прикиньте, а ихний. Я не знаю, что они там за хэштеги проставили и теги, но что очень странно, я не знаю, что. Прям по дефолту вообще. Yeah, you could say the same for JL. If anyone had a strugglesome start to the beginning to the series, it was JL on Inferno. Didn't really have that much impact as we've seen all tournament long. And Dust 2, he was firing on all cylinders. So you're spot on when you're saying that every single player from NAVI have now had a positive match. They were the difference maker as well on the server. So it's hard for me to imagine a world where MOUZ all of a sudden come out and elevate their level of play to a point where they can match NAVI. I'm afraid we're looking at what could be a quick 3-0. But I also do think that, you know, with the way MOUZ played so far in this tournament, if they can rediscover some of that ability we saw in the semi-final and rediscover some of the play we saw in the group stage, they can definitely make the game competitive. It's just MOUZ haven't shown up today so far. It's moments like this that you show what you're made of, right? That you won't let this result affect you. Won't let the fact that you're 2-0 down affect you. You'll show still why Mirage was your pick to begin with. How did you get to this grand final and show some of that quality that we've seen in this tournament? Yeah, that quality continues to be a question for the MOUZ, at least on this stage today. Мне, кстати, еще непонятно, почему там плюс 10к плюс зрителей каждый стрим. Ну да, кстати, около того. У них Blast смотрел очень много людей, это точно помню. Больше 19 тысяч на одном ютубе.
Ну, серьезно, ребята, конкуренты очень сильные. Возможно, накрут. Кстати, да, казино очень часто накручивают на своих, скажем так, амбассадоров, зрителей. Ну, исключительно зрители, не лайки, ничего страшного, только зрители. Я не раз это уже замечал. Лайков очень, ну да, намного меньше зрителей. Когда я смотрел матч, не помню, сколько там было. Где-то 15 онлайн, один раз смотрел матч, у них было сколько? 4,5 тысяч человек. Все на все. Там процентное соотношение какое-то 3 к 1 практически. То, что у меня на стримах. Хотя, есть у меня один вот запись стрима. Что это за стрим? А, NAVI против Imperial. Ты посмотри, какое там соотношение лайков к просмотрам. Я вообще не знаю, как оно так у меня вышло. Потому что там 3К набрал каким-то чудом. Причем это не боты были. Там просмотров, ну, просмотры относительно часов просмотров, они адекватные. Там на 3К было 2,5 часов просмотров. То есть это как раз столько, сколько и должно быть, по идее. Но я не крутил. Крутить в последнее время очень дорого. Ну и так, чисто интересовался там по подпискам. Сейчас одна подписка от 5 центов где-то. Одна из самых дешевых. А насчет зрителей я не смотрел ни разу. Потом, думаю, не особо того. О, Бага, привет. В Ютубе сложнее развиваться. Ну, согласен, есть такое. Большое преимущество того, что на Ютубе есть адекватные записи стримов, которые, в отличие от Твича, не удаляются, потому что на Твиче сколько? Или неделя, или 2, и вот удаляется просто. Запись стрима удаляется, и это неприятно очень. Что это такое? Плач какой-то жесткий. Плач от Монуса. Неплохо. Только в ТикТоке можно очень быстро стать. А, ну да. Согласен, потому что там очень странные алгоритмы. На Ютубе они какие-то... Что в последнее время очень... Последние несколько лет они, как не знаю сказать, укрепились очень сильно и быстро детектят накрутку вот всего другого. Короче, очень качественный алгоритм на Ютубе. Из-за этого часто сложно сделать так, чтобы вот у тебя там, каждое видео набирает по 100 просмотров, а потом резко каждое 10-е видео, чтобы тебя набирало там по 10к. Такого быть практически невозможно. На ютубе в шортсах, ну да, шортсы одно время почему-то были каждое видео от 1000 набирало минимум. Там на рандомы иногда залетает, иногда нет. А ютубе развод стреляет. Но у меня была такая фигня, то что в ТикТоке одну нарезку выложил, и абсолютно бессмысленная нарезка, которая сделана, ну того, знаешь, чтобы количеством задавить нарезок, а не качеством. И она каким-то образом там абсолютно ну ни о чем была нарезка, она собрала больше 3500 и до сих пор понемножку что-то там сыпет по 10-15 просмотров в день. Не знаю, как оно работает, на какую аудиторию оно, как оно аудиторию разделяет. For this execute, you will need 5 future pros, 3 smokes, 3 mollies, and about 7 flashes. Future pro number 1. You'll be throwing the CT smoke along with some flashes for your players coming out of the round. To throw your smoke, stand in the middle point of this wall section. Aim to the middle of this wood sticking out of the tower. Then jump throw. Он вообще есть в телеграм-канале, но сейчас я туда вроде бы в этом в описании телеграм-канала должен быть. Сейчас я перепроверю и скину, чтоб ты уже не смотрел. Не, его тут нет, но он должен в постах где-то быть.
Тут вот ссылки. Матч, а вот и ТикТок. Все вижу. Ты же не ставишь, да? Один раз хотел Нави против Империал поставить, потому что был хороший коэффициент. Первая, вторая карта был коэффициент 1.70. Но я не решился ставить, потому что я не знал, как Империал играть. Я думал, они хорошо играют. Хотя бы достойно. А не, оказались то, что они играют там хуже некоторых. Нави закрыли или 2.13, или 3.13 на нюке, и еще где-то там тоже. Без шансов там такое было. Мираж вроде бы там был. For your flash, move to the left and throw it against this part of the ramp and drop down with it. Make sure to turn as it pops and entry into the side, or die to the orb. Future pro number 4. You will throw the stairs smoke along with a flash over the ramp, and a molly for bench. To throw your smoke, stand so that these beams are lined up together. Aim just to the edge of this wall, about halfway up from these 2 points. Раскидки на Мираже. You can use these 2 antennas to help guide you with this. Then simply throw the smoke. For your flash, just toss it over the ramp. Я только на большие кэфы ставлю. И на общие счеты типа 2-0. Рисковые. Окей, понял. And lastly, future pro number 5. You will throw the sandwich molly along with 2 flashes. To throw your molly, stand in line with the wall at the edge of this corner. Часто, знаешь, коэффициент просто несправедливо, потому что я комментировал Нави против Virtus.pro, и там на Ancient был коэффициент на Virtus.pro после 4 отыгранных раундов, счет был 2-4, нет, не 2-4, как 4 раунда отыграли, или 2-2 он был, да, 2-2 скорее всего. Да, счет был... А, нет, 1-3, около того. И там был коэффициент, резко подпрыгнул на 1xbet 9.31, что-то около того. Ну зачем? Реально, Virtus.pro не настолько плохо играют, что... Не, ну сегодня, конечно, тебе очень сильно повезло. Нави в духе. Каким-то образом Инферно забрали. Я, если честно, уже на Инферно списал их счетов. Наверное, они тем самым то, что победили на Инферно за дизморали и маузов, не до 2 не проиграли. Чё мне с свечом? Да, ну сейчас. What a tough task MOUZ have in front of them to come back in this series, but first it's got to start with Mirage. They've got to find a way to break this team because the first 2 maps, NAVI have been comfortable in control, in command. And they're coming off a Dust 2 in which MOUZ feel like they probably didn't even enter the server. No, this tournament had the opportunity to be perfect for MOUZ. The ability to finally beat FaZe Clan, the ability to win multiple playoff games and get into a best-of-5 final against the world #1. But right now it is looking like they're about to get blanked. At least we've got Mirage, a map that MOUZ are so comfortable on. 30-35 секунд, и стартует 3-я карта. Это Мираж, это Биг Нави. Нави сейчас стартует ЗТ, Мауза за КТ. Вдруг камбэк с 2-0. Очень сильно в этом сомневаюсь. Против Нави камбэк такое. Это почти невозможно. И сейчас MOUZ отдадут 4-5 подряд. Может, ты имел в виду раундов, а не карт? Раундов, да, все. О, да нет, тогда уже точно. Можно будет сводить, если что.
Ну, из-за того, что они рашат карта Нави, там же без разницы. За КТ они играют, за Т они хорошо всегда выходят, выходили. Кстати, за КТ тоже в защите они играют очень хорошо. Так, все, начинается у нас игра. Стоп, а чё Нави за КТ? Коэффициент на маузов 9.15. Не, ну сейчас справедливый коэффициент. Согласен. О, на пистолетке первый раунд пушить Б. Что может быть лучше, чем эта тактика? А, нет, не перетягиваются. Скорее всего, через Андер будут идти и через кон каким-то образом будут идти на. That MOUZ is going to be falling back, traversing through T-spawn to do a set piece towards the A bomb site. Nobody's really budging all that much. They have good control and information in middle, so Wonderful can spin and look to the B holes from Catwalk. Они все-таки не решают пушить Б, они достаточно удачно выходят, никого не теряют. Как себе Wonderful падает, Джель им сделал килл, Джель упал, ситуация 2-3. И у Има 8 хп, остается 1. У него 1 патрон. Что? Как они только что не смогли убить? Еще б немножко, и им сделал 1 килл точно. Если патрон улыбается. Let's just see them put those rounds on the board because that's what MOUZ is thinking at this point. It's not the best day. Так, на пистолетку забирают мауза. Неплохо. They need to just get rounds on the board, build some momentum, and the rest will follow it. But for now, as ugly as it is, who cares? MOUZ take a pistol. Ой, что-то Джель длится. Что там No длится? armor picked up for this Navi side in round number 2, not looking to return. Так, Нави делают эко. Это хорошо. After the pistol round loss, Ima, Eagle in the open gets nothing done. And that's a bomb site access for MOUZ, and that's a second round for MOUZ. Что происходит? Почему они втроем с Макесой? In particular, I felt like Brolin was able to get a lot of space, a lot of impact coming out of Palace. There was a ridiculous amount of rounds where he was finding impact out of that Странно, я не знаю, что они там втроем стояли около смока, что они там хотели сделать. На что они надеялись? Well, Navi's done a good job of shutting down some of the power pieces of MOUZ in the first 2 maps of the series. Exertion outside of T-side Inferno hasn't really had a whole lot to say. Nobody had anything to say on Dust 2. Torji still yet to get going with that AWP. He's going to be coming into this cold. Not even a single round of Torji's up that I can recall of note. Пока что ничего необычного не происходит. Им пытаться там, через смог настрелять, не получается. На первых 2 какой расклад был? Первая карта была Инферно. По идее, должны были выигрывать мауза, но Нави камбэкнули. С счета... Сколько это был счет? Или 4-7, или 3-7, что-то такое. И выиграли на Инферно. Если что-то Инферно была первая карта. И вторая карта была Dust 2. Там мауза просто сыпались каждый раунд. Там Нави давали каждый раунд по 3, по 2 убитфрага. И без шансов выиграли с счетом 2-13 маузов. Пока что с пива Бролан не делает клатч с Галилем в ХП. Мне кажется, такое ездит. Каждый должен брать. Ладно. Так, это вот счет 2-1 в пользу MOUZ. Good timing for Navi to hit. Torji's op is in the field of play on the T side. He's going to be part of the crew in middle, trying to establish this control. It's fast through the cat smoke for Exertion. And there we go. There's an opening kill provided. A follow-up from Shuhei. Yeah, great start to this round for MOUZ. Surely they converted 5 versus 3.
with all the time that they've got to work with. An extra goal from Torji just to add the cherry on top. NAVI надо сейвить, но они... Не те позиции было, некуда уходить, чтобы сейвить. Пока что Мираж идет достаточно неплохо, если считать то, что NAVI играют за КТ. Да, для маузов это очень хорошо пока что идет игра. Джель, что происходит? There's been no point in this series, obviously, where MOUZ have been able to have a streak of rounds. Even in the first map when it was close, it was very back and forth. Yeah, the best they did was 5 of 7 rounds at one time. But it wasn't any kind of like, it wasn't 5 rounds straight. Yeah, so this has the potential to turn into the best run of form for MOUZ in this final so far. About to go up to a 4-1 scoreline unless something disastrous happens. Ой, что происходит? Oh, yeah, that turns him from something very unclean into something beautiful from Shui. Here, one tap out towards the window. Бролана почему-то флешка не ослепила. 4-1 confirmed. These mid-fights on Mirage are where I feel like I see. Но сейчас мы видим то, что NAVI просто-напросто падают по одному и ничего не могут сделать. Еще непонятно, как Бит не забрал ту халяву на миде. But everyone else from NAVI has the rifles. Peace. Love it. Just one bullet to him. Op for Torzia. Let's see what the T-side opping can deliver for MOUZ. There's no other op on the other side, so at least Torzia does not have competition in that regard. Wonderful having to play with an M4 instead due to the money. And Shui, look at this, aggressive through the smoke in mid. Took some damage, got spotted by JL, who now throws the molly down to make sure that Exertion can't climb up onto that bench and fight him from short. Grenade blasts open the window smoke. Wonderful has a peek with it. It hasn't resulted in a kill here for NAVI. A lot of attempts. And Ima, the player that's taking the most damage so far. He's under a scrutiny inside the connector, but he gets himself behind the box, and the first fight goes down. It's Shui and Exertion once again, opening MOUZ up with a 2-player advantage. NAVI tried to pull off that very same piece of aggression in middle, and this time MOUZ is ready for all of it, spamming to make sure nobody can get into position. The pacing in which Shui dropped down middle and ran down middle really confused NAVI's timing on when to pull the trigger. Все равно 2 в 3 есть авик у Торси. Wonderful waits around the corner, and Torsi's just on that side, and wonderful peeks into it. He's got a back into it 2v2, and MOUZ started this round so comfortably, but it can quickly fall out of the hands. Oh, Alexi, остается felt like he needed to win that one in connector, but wonderful. Oh, he gets away, but he's so close yet so far. Shui survives on 18 HP and is able to make sure that MOUZ capitalizes. Блейду надо взять тайм-аут, срочно. Максимально срочно надо брать тайм-аут. Это как минимум то, что я бы сделал на его месте. Trying to find the trades as he goes. Finds JL on catwalk. And then turns to seal the deal on Wonderful. And if Wonderful didn't take that damage earlier in the round, it was body shots that Shui was landing. Wonderful very close to pulling that one off. But Shui 9-3. What a hot start for the in-game leader. He's got an important role in this. Пока что что-то не идет за защиту игра у NAVI. Хотя все должно быть корень наоборот. Алексей убивает, делает один open фраг, который... Что там, с диглом, да, был Алексей? Что ж происходит? MOUZ просто по КД ходят на мид, разбивают NAVI, и они не могут ничего с этим сделать. Блейду надо срочно брать тайм-аут, если он не хочет проиграть эту игру. Ну, наверное, пока что там ничего не может придумать. We're looking at JL and Bit alone. 6th round almost guaranteed. And that shot, it certainly will be. JL. Джель готовится принимать сейчас
выход на ВПН. Ой-ой-ой, делает 2 килла жестких. Но бессмысленно. Конечно, он 2 человек без дропа оставил на Оксам, но это не проблема. Да, Блейд все-таки придумал какой-то план, взял тайм-аут. Мне кажется, поздно взял тайм-аут, очень поздно. Он опоздал. CSGO, возможно, еще по таймингам тайм-аут хороший, потому что там 16 раундов играется. Но тут играется 17 раундов. Это рано уже считается. Ой, поздно. Так, мне интересно, что сейчас думает Блейд. Посмотрим на постановку игроков Нави в этом раунде. Ну, у них уже есть авик, у них есть фулбай. Если они сейчас проиграют этот фулбай, то Нави будет очень тяжело реабилитироваться. Так, ну, фулбай обеих команд. Так, им кидает смог на коробке на миде. О, нет, не смог, огонь. Молик. Ну, бессмысленно, я не понял, косал. Окей, падает же падает Бролан. Достаточно неплохо сейчас все идет. Правда, упалы, но это ничего не значит. Плохо то, что Вандерфул упал с авиком. Это очень плохо. Ситуация 2 в 3. Шуй. Сьюши вообще не попал. Еще и хаешкой подорвался. Боже мой, как это? Он как будто бы специально только что проиграл. Как он не попал? Он в целом водился буквально по ушам. Ладно, наконец-то Нави забирают раунд. He was the bane of their existence. The play they couldn't find the answer to. And it's a cool setup for MOUZ that round. I gotta give them credit. I like the call a lot. That even though it goes against them, they've had so much success in middle, and then you call for that kind of surprising, shocking play. You think maybe there's a world Navi put an extra body in middle, and Brolin can take advantage of it. Суш. Подожди, что? Да, он убил Сьюши, но при этом оставил себе 15 хп. Ксершин пытается выходить через кон, там лежит смог. Наима кидает молик, у него не задевает. Не забивает еще и Брона. Ксершин тоже упал. Ну и Торси с джипатом, надо как-то спасать ситуацию в этом раунде. Ситуация 24, Вандерфул промахивается каким-то образом, каким-то чудом. Надо сейчас максимально тянуть время. Так, убивает Торси, остается один джампад. Он, скорее всего, ничего не сможет сделать. Бомбы у него нету. Да. Все, падает. Наконец-таки начнут понемногу Нави забирать раунд за раундом. Выиграли, получается, третий раунд. Waiting to take his peek. He had his teammate Ima on catwalk, making sure that Yimpat couldn't cross into him. But you're right, this is much better from Navi. Not as many bodies straight up to handle middle. Ну, походу не зря брал тайм-аут. Но в любом случае еще 2 в запасе. Так, ну у команды MOUZ эко. Что происходит? Джимпад веселится, ему весело. Счет 6-3 эко. Ну, они, я так по-моему, уже приняли то, что несли этот раунд. 6-6 идеально будет. Ну да, кстати, да. Знаем, как Нави тут играют за
нападению, в сторону нападения, то да, хороший счет будет. MOUZ планирует на последних секундах ворваться на плент. У них это не получается, потому что видели даблкилл. Уже триплкилл делает, и все. Могут также закрыть, как и на Inferno. Но, скорее всего, так и будет. Я уверен, что так и будет. Будет что-то очень прям похожее. Мираж это, оказывается, пик маузов. Ну и бред. Я не знал. И все-таки они решили последнюю карту пикнуть нюк. Ну ладно. Что ж Вандерфул вытворяет? Как он только что слился? Просто перевел авик. Им тоже что-то... Ну, мауза просто делает 4 опенфрага. Или к себе, походу, сейчас будет пятым. А нет. Он просто так не сдается. Пытается что-то сделать с ладдера, но сейчас его поставят на место. Или нет? Или да? Ну, что, сделал все, что мог. Большего от него, наверное, и не требовалось. Сделать хороших 3 килла. Ну, 4 сделать было. Ой, Джель хорошо совершенно его вообще не ожидал, хоть и шел на шифте. Джампат еще куда-то там лезет. Главное, Джель сейчас не палится. Но не знаю, то, что Джампат сейчас в андере ходит. Или к себе чекает апарты. Пока что тут никого не находит. О, вот это тайминги. Они друг другу идеально, ну, секунда в секунду кинули только что молики. Интересно. We'll go through the ramp, and Impact's a long way off. This might be his best chance to have impact on a round, because either they've been taking mid and just destroying it so much that the round's done with, or they themselves have gotten destroyed to the point where there's no ability for them to audible into a play towards the A site. So Brolin, this might be the only round where he's thinking in his head, I can have a huge influence on how this plays out. JL, he's got Wonderful beside him and Bit within the bomb site. Так, но остается 35 секунд, чтобы выйти на плент и заплентить пачку. Ой, бит, не знаю, пробита. Происходит небольшой разменчик. О, тоже делает. Убивает Джеля. Он его еще и не заметил каким-то образом. Им бегает в смоке, не понимает, куда идти, не может никого найти. Вандерфул стоит на сити, возможно, сейчас сделать. Ну, промахивается. Как он промахнулся? Им остается 1 в 2, ему надо заритейкать плент. Он убивает первого, остается 1 в 1. Бролан лол хп, но им про это не знает. И не знает его позицию. Абсолютно. Бролан решает отсидеться на сити. У Има есть киты, прошу заметить. И надо ему срочно сейчас фейкануть. О, нет. Ему надо бежать, чекать все, что надо. Сзади. Ой, боже. Но если бы у Има была инфа хотя бы про то, что Бролан он хп, тогда бы он, мне кажется, взял бы юз бы
поактивнее бегал бы. Но вообще не надо было, наверное, ему фейковать. Wonderful 2 раунда заруинил. Ну да, если бы он тогда на Сити сделал килл, то раунд взяли бы Нави. Позор. Как они его не взяли, то должны были брать Нави. А Wonderful пока что руинит, конечно, стабильно на Мираже. Дельного ничего мы от него не видели. Хотя казалось бы, Мираж — это его карта. — 4-8. Ну, на самом деле достаточно неплохой счет. Отрыв 4 раунда. Сойдет. Блейду пока что, пока у него есть брейкаут на смену половины, ему надо придумать тактику на 4 раунда вперед, желательно. Как выходить Нави. Если ему, конечно, разрешается делать это на брейкауте, говорить. Может, что не знал, на мажоре нельзя с тренером играть, как тут на ESL или на Бласте, потому что к мажору только 5 игроков допускается. То есть даже тренер, он считается как 6-й игрок, и типа нельзя ему быть там, сказывать и все такого делать. Ну, достаточно сложная ситуация для Нави. Ну, им надо выиграть. Иначе потом придется. Хоть Engine это ихняя карта, но... Лучше они сейчас закончат, чем потом еще растягивать игру на миллиарды лет. Ну, Блейз там что-то распинается, но поможет ли это? Все зависит от пистолетки. Ну, частично, да. Не прям все, но много. 80% точно. Ну, MOUZ пока что делают все, что требуется от них, для того, чтобы удерживать такой вот лидерский счет. Просто-напросто не расслабляться. On the all-familiar home of Mirage, MOUZ is showing that he's still got some fight left in him. Up 8-4 at halftime, refusing to be blanked in this grand final. Looking to take their first map of this series and embark upon a very long comeback to see if they can end up stealing this trophy away right from beneath Navi's noses. О, реально, они выиграли Инстакора 9? О, прикольно. Вот это да, рандом зарешил. Но это они еще не знают, потому что i9 14900K, он бесполезный процессор. Он жрет нагрузки по 250 Вт и больше. О, увидел два права. Прикольно. У бита не хватает патронов. Найс. Torzy's just landing shot after shot. That's a 4K from Torsy. He's just killed everybody in middle, and suddenly it's only JL, and he's sprinting away, making sure that Torsy's not able to get this ace. He's actually got a sick timing on this. I don't think they don't realize he crossed into the bomb site. Torsy might have heard a little footstep. He's coming back to check it. Now he sees him. JL spotted. No longer does he have that element of surprise. And Torsy down below. He's got all 5. Вот это ему там прилетело. Эйс? Это было эйс? Beautiful, Torji. Now that's a memorable round. It hasn't been with the AWP. It's with the pistol. 9-4.
Torji just trading every single frag that comes out. Oh. Yeah, nice clean shot at the end too. Brolin, one of the more stoic teammates to celebrate with, but he had fun. That's a great personal achievement. NAVI принимают решение сделать эко. Очень тяжелое решение. For the rest of us in the back of our minds, it's like, well, it's still a long series for MOUZ. Yeah, even if you get through Mirage, you have Ancient up next. For them, it's one map at a time. For us, it's like, yeah, take the celebration, but give us more. NAVI, no buy in this round, just Glocks. We got Deagle here for wonderful, but the 10th round queued up. Chance for Alexi to just have a conversation because the comeback begins in the next round, and he's making sure this first gun round that NAVI brings to the table, everyone's on the same page, ready to go. And we see him make use of these full ecos in the group stages just to have a more in-depth conversation. Oh, Он падает же падает, это хорошо, потому что NAVI сейчас есть все шансы занять бэкплент. Им важно фулджи, к сожалению, упали. Это очень плохо, еще рик себе и бить, и все. Понятно. NAVI нету ни единого шанса, чтобы забрать Мираж. Сейчас это уже... Понятно, мне кажется, даже Блейду. Ну там просто Блейд плачет. Такие моменты не забирать, это... Бред. 10 to 4 and a timeout used by NAVI. So after the chat from Alexi, it's a chat from Blade. Без таймаут, ну что... Если они сейчас проиграют этот фулбай, то... Можно сдаваться. To get NAVI to start storming back into this third map. Инта лучше АМД. We've seen improvements Ну это almost факт. every time out of В these данный rounds. Even in момент that first half. АМД намного лучше Инта. NAVI won a few extra rounds in the first half. They weren't able to keep it going, Если брать but there was an все obvious процессоры improvement. выше 13-го поколения, включая 13, No AWP in sight for the hands of Wonderful. A quieter game individually from everyone at the moment for NAVI. The fragging output has not quite been there, but maybe this is where they turn that tide. Torsi in the window, eats that grenade up or that smoke, lets it hit off his body. Very tentative opening to the round from NAVI, staying far away from all the utility raining in. Just now stepping up with the nades, and the Molotovs have been used by MOUZ. Bomb has shifted back to the A bomb site, joining up with JL at the base of the ramp. Я перепутал So знаки. Там было написано то, что Intel лучше AMD или AMD лучше Intel. AMD лучше Intel. Может, я перепутал. Просто я не обратил внимания на какой-то знак. Боже, ладно, Пит выходит через палас, убивает Торси, но Бролан между мешает Биту адекватно выйти. О, да ладно. Неужто Блейд подбодрил NAVI? Остается один джимпад, убивает Алексиби. Ему сейчас надо ретейкать по-хорошему аплент, но он решает и... Да. Зря он уходит, потому что Маузов слишком много раундов в запасе. Реально, сейвить смысла особого нет. Хоть у них и мало денег, и в экономическом плане у них все не очень-то уж и радужно, но Мауза могут себе позволить такой вот ретейк, один тяжелый. Киты у него тоже были, армор у него есть, ну и все для ретейка. Но он не решает. Ну ладно, это их решение. Looks like they've been pretty decisive in what they want to do with it, so not time out. Вот это хайлайт. Даблкилл.
They're gonna buy rifles around it. They're gonna throw what they can into the mix here. О, ого. Torji's glass cannon. No armor behind this Вот это да. Better work out. Ладно. This time Navi take mid control. В зале хоть один человек болеет за маузов, мне интересно. И все чисто пришли посмотреть на то, как Нави их разгромит. If MOUZ lose this round and they don't save any players, this could be Navi's ticket back into this game. Yep, this is a very, very critical round. Так, я так понимаю, Нави сейчас будут группироваться около, ну, в сторону бэплента где-то. И выходить примерно на 50-й секунде. Ой, там такой четенький смог окно. Прям под краешек. Его еще и развить будет тяжело. Все-таки Нави решают пойти. Ну капец, 2 фрага от маузов. Ну как это? Как? Вандерфул один остается. О, боже мой. Если это клатч, то это не клатч. You got to invest in head armor now if you're MOUZ, because you know the weapons are going to be busted for Navi. And with this scoreline, with the 6-round deficit at 5-11, Navi choosing to just buy with whatever they possibly can. 2 AK-47s, 3 upgraded pistols. Камерамен рофлит как может. Оператор. Alive again. Double AKs for Navi in this round. Ima and Bit carrying those. Everybody else on upgraded pistols. And ну почему так не ловит Вандерфул и Миража? Почему он так не делает, так же, как сейчас Торси сделал? Это ж настолько дефолтный килл, самый базовый, который я не знаю. На глутного делают ПКД. Какая ваза? Ну что это такое? Что это? Боже мой. Wonderful couldn't commit too far to try and get that weapon back either because he did have the bomb in his Ну possession. куда вы идете на мид? Ребят, ну нельзя ж на мид ходить, когда вас двое против 5, 2 в 5. Вы что, смеетесь? Вам надо сейчас запушить плейн какой-нибудь, желательно Б, потому что там никто не стоит. Там есть Торси, но... Ну все, Джейль упал уже. Раунд этот проигранный, потому что Джейль упал. Ну да. Позор. Да, и как так? Не, ну тогда понятно, то, что будет эншит, и на эншите уже Нави сведут концы с концами. You know, we feel like we probably haven't been there. We had Inferno in our hands, lost that, destroyed on Dust 2, but now the finals can truly begin. Because MOUZ have allowed Mirage to get him some confidence, get him some rhythm, and give him the feeling back of being able to beat Navi. Ксершин только что запушил мид, и у него появилась инфа, то, что бомба, вот она уже бесполезна, им тоже упал. Что происходит? And now this is the follow-up play that's just brutal for Navi. Exertion pushing up the stairs at the moment. That frees up Yimpat to move towards Catwalk, to rotate back towards the A bomb site. Exertion has just basically cut the map in half. Ну, заплохо на эншите играет, в этом я уверен. Но почему нельзя всегда так находить? Позиция это не совсем прям стандартная. На таких таймингах, конечно, ее чекать надо. Но, в принципе, эта позиция нестандартная, и они почему-то решили ее пикнуть вот так вот, прям уверенно очень. Почему они всегда не могут так дефолтные позиции распикивать?
Абсолютно не понимаю. Сейчас надо отыграть 7 раундов без ошибки. But it's given him safety. If they come out holes, he can bide his time. This suddenly becomes a really strong position because you've got cover and no one to worry about from behind. Now he doesn't realize there's no one coming from that angle, but he spots there are many forces of NAVI. Shui could do some damage here. Hard thing is Torji and Yimpat are so far away on the rotates, and you've got JL lurking in mid with an AK-47. He won't commit himself to the bomb site or up con. Alexi's going to clear it. Alexi's going to have a look. What a Что это было? And that's it. MOUZ have to back away. Неужели? No point risking these weapons or the money. Да ну нет, зачаров, если такое не камбэкается. Этим составом я еще не видел таких жестких камбэков. Если был состав еще когда там 3-летней давности, там где было Boomage, Electronic, Perfecta, Simple и Beat. Вот тогда я помню, когда они камбэкнули с 14-0. Там, где они 16 раундов выиграли подряд. Без ошибки, буквально. Yeah, and it still hurts a lot. And I mean, NAVI doesn't exactly have the money to go for those kinds of hunts, but they're basically just saying we're down so much that one of the ways we get back into this is taking the economy away. So it's worth the risk of that hunt to try and take out one extra weapon, force one extra rebuy, so we can get that relief a little bit earlier and try and close this gap. This might have been the round-winning kill. Good clear from Bit, good peek. А, ну вот, не прям угол этот пикнул, но все равно. That one secures it. And MOUZ still have 6 chances to close out Mirage and take us to Ancient. Что хочет сделать Алекс себе? Неужто это... вот тоже не понял. Он кинул в кон молик, ну зачем? Если там есть смог. Torzi, initial damage is done to him by utility. He'll do one better. Dropping Alexi B to kick off this round. MOUZ with a 5v4 to try and convert to close out this map. And that is another step in the right direction. Kill after kill, point after moment. MOUZ are back. Finally a map victory in this BO5. Still so much to go. But at least they don't get blanked. At least it is not the 3-0 inside of this arena. Там калаша, там 2 эмки. JL will go through the formality of playing out this round, but MOUZ know they have closed this 13-6. They can always rely on Mirage. Ну ладно, третью карту выиграют MOUZ и четвертую выиграют NAVI. Да, чел, не залетела твоя ставка, но она чересчур волатильная. Мне кажется, 5 это даже для такой ставки маленький коэффициент в гранд-финале. Тем более там MOUZ играют. Это если бы были какие-нибудь... Я не знаю даже что. Фури, Империал, тогда бы еще ладно. Но так что-то чересчур волатильная ставка. Ну ладно, я, наверное, буду офф, уже поздно сильно. Все, если что, все ссылки, ребят, в описании. Подписывайтесь. Всё, всем спасибо за просмотр стрима. Все, давайте, ребят, всем пока. До следующего турнира, а когда он будет, я напишу в телеграм-канале, ссылка в описании по стримам или в описании канала. Чекайте, все. Всем спасибо, пока.